Всем привет. Всем привет! Всем привет. Добро пожаловать! Передайте Роде, что он неправильно делает, правильно. Он попробовал, у него получилось. Всем привет! У него обязательно получится. Всем привет, ребята! Пишите в чате, как нас слышно, как нас видно. И все вот это. Роди, мы тебя очень любим. Всем привет! Добро пожаловать на канал Lost Dice Club, клуб потерянных дайсов, где мы с ребятами каждую среду собираемся для того, чтобы поиграть в классные настольные ролевые игры, рассказать офигенные истории, покидать кубы, похавать стекла, вот эти вот все базовые вещи поделать. Спасибо большое, что нажали сегодня на это видео и присоединились к нам. Мы вас всех приветствуем. Надеемся, что ваша среда, чуваки, а именно любимые наши кубики, проходит шикарно, проходит хорошо. Друзья, у нас прекрасный сегодня солнечный июнь, и мы хотим вам рассказать о том, какие новости вообще происходят у нашего Lost Dice Club. А первая новость: вышел в понедельник первый эпизод Тушота по авторской системе нашего дорогого Роди. Милстоун. Старшая школа Милстоун уже на канале. Спешите смотреть на YouTube-канал Lost Dice Club, клуб потерянных дайсов, старшую школу Милстоун. Очень классная получилась история, яркая. Я там играю королеву школы. Вот, и там вообще у нас классный состав. Если кто-то сомневался. Спасибо. Если не в короне, чекайте. Вот, спасибо большое, что смотрите. Нам очень приятно. Роди постарался сделать очень крутую историю. Мы начали с подросткового сериала, а завершили серию, триллером. Было прям страшно, клянусь. Смотрите, обязательно зацените, что там получилось. Пишите свои комментарии. Продвигайте, помогайте нам продвигать это видео для YouTube алгоритмов, чтобы эта история не затерялась, она достойна того. Вторая очень важная новость. Мы поздравляем с днем рождения Доминика, нашего дорогого кубика состава Lost Dice Club, который отметил свой день рождения вчера. Это было fucking hell. Даже дорогой друг, пан Доминик, мы тебя обожаем. Желаем тебе всего самого наилучшего. Мы знаем, что ты смотришь стримы наши, в том числе, даже если не играешь. Поэтому мы тебя поздравляем от всей души. Все накидали обязательно поздравления сейчас срочно в чатике и в комментарии, если вы смотрите сейчас нас на YouTube. Также следующая новость, о которой стоит напомнить, что мы уходим в отпуск с июля по 2 сентября. Мы пропагандируем отпуск и здоровое психологическое состояние, а также мы хотим заиметь это время для генерации новых идей, потому что ворвемся мы 2 сентября в новый сезон Lost Dice Club с новыми классными новостями, классными проектами. Все уже готовится, уже греется, поэтому готовьте ваши пальчики, ваши ручки для того, чтобы нажимать на кнопки, нажимать на подписаться, нажимать на лайки, нажимать на наши стримы и ничего не пропустить. Это очень важно. Соответственно, напомним о том, что 24 июня будет финальная игра в этом сезоне. Это будет «Властелин колец». И мы вас очень сильно ждем. Потом мы уйдем на небольшой перерыв, и «Властелин колец» вернется в сентябре, чтобы завершить приключения в Средиземье в тени Лихолесья. Ну и на следующей неделе, в среду, ровно через неделю, приходите на Twitch, чтобы посмотреть в прямом эфире 2 серию из Тушота «Старшая школа Милстоун» мастера Роди. Мы вас всех очень сильно будем ждать. Интересно, чем развернется история. Где же все-таки Эмили? Where is Emma? Мы все это узнаем. По новостям это все. Это все, и мы рады. Переходите к нашему стандартному протоколу, где мы расскажем вам о том, где нас можно найти, как нас можно поддержать. Все наши ссылочки, ну и, конечно же, сегодняшняя донатная система. А про донатную систему расскажет Артем. Расскажи, пожалуйста, как нас сегодня можно поддержать на этом стриме. Дорогие наши зрители, под нашей трансляцией есть ссылочка на Boosty. Перейдя по ней, вы сможете оформить донатное пожертвование в нашу казну. И как многие знают, наши постоянные зрители, что на наших стримах действует система донатной поддержки. Другими словами, вы, как зрители, имеете возможность повлиять на исход игры, помочь спасти наших персонажей или наоборот кинуть их во тьму. Это как кубыля.
За каждые 500 рублей вашего доната мы получаем 1 пункт вдохновения. И можем использовать его для того, чтобы либо перебросить свой неудачный бросок, либо для использования некоторых навыков, способностей, которые есть в некоторых классах. Но если переброшенный кубик, значение, которое на нем выпадет, будет меньше 15, персонажи получат пункты тени. И эта тень, глубоко прокрадется им в сердце, может оказать существенное влияние, как, например, было с Боромером. Кто знает, может быть, Боромеру точно тоже неудачно задонатили. Простите за спойлер, кто не смотрел. Кто мог не Подумайте смотреть. об этом. Как бы то ни было, спасибо большое всем, кто нас поддерживает, ведь благодаря вашей, только вашей поддержке мы можем позволить себе рисовать классные артики, делать шикарное оформление, покупать новое оборудование и становиться счастливыми. И на этом, я думаю, еще можно упомянуть наших патронов, бустеров постоянно. Тоже здесь же в этом блоге. Да. Имена которых я не помню Квакционеры. наизусть. Квакционеров. Наши уважаемые квакционеры, которые поддерживают нас на платформах поддержки Boosty и Patreon. Это легендарный Балхорн, Рушан Алимов, Никита Пруцкой и Глеб МП3. Спасибо вам, guys. Спасибо большое. Лучше. И я передаю свое слово. Спасибо, Артем. Далее мы расскажем о нашей желтой ссылочке, о нашем мире. Вельде, расскажи, пожалуйста, где можно найти описание и подробности о наших персонажей. Что ж, там, где сияет золото, там вы можете найти клад со всеми нашими играми, картами, компаниями, персонажами. Там вы можете последить за всем тем путем, который мы прошли, за всеми теми совершениями и за всем множеством историй, которые мы уже за сколько? За 4 года? За 3 года успели создать. Так что За 4? можете 4 в этом году, глядеть и простите. глядеть как раз таки и спешить видеть, как все больше и больше новых историй оказывается там. Вполне возможно, если вы где-то там в будущем смотрите эти старые записи, возможно, вы уже утонули в количестве, огромном количестве всех тех компаний. Так что расскажите нам об этом. Если вы утонули, расхлёстываетесь, хотел сказать, выплываете, потому что нужно держаться на плаву, мы все вместе будем на нем держаться, потому что новые системы, новые истории себя не заставят ждать, а мир — это как и доска почета наших историй обязательно, к которым можно вернуться и взять их как персонажей, и поиграть за них тоже, это доступная опция, поэтому you're welcome. Мира мы поддерживаем с самого начала нашего канала. Дальше мы расскажем о наших социальных сетях, где нас можно также найти, помимо мира, помимо всего остального. Эгиан, Серега, расскажи, пожалуйста, об этом. Веду Лерб, мои дорогие друзья. Переключаться между языками сложно. Главное, на эльфийском сказал все хорошо, а вот на русском ошибся. Вы поняли, Да, какой язык действительно. родной? Да, Все ясно. именно он. Пишите в комментариях, какой. А тем временем проверяйте ваши подписочки, потому что у нас есть наш телеграм-канал, в котором перед каждым стримом выходят эксклюзивные кружочки, на которые вы можете подписаться, чтобы не пропустить все наши последние новости. Действительно, на русском говорить гораздо сложнее, чем на эльфийском, оказывается. Также у нас есть платформы коротких видео, помимо YouTube Shorts, где вы сейчас смотрите нас в будущем, конечно же. У нас есть Instagram Reels, TikTok и ВК-клипы. Всякие смешные, интересные нарезочки с наших стримов. Мы знаем, как вы их любите, вы знаете, как мы их любим. Ну и к тому же, помимо всего прочего, у нас есть... Раз на этом моменте цыплюсь, господи боже. Наш Discord-сервер, о котором нам подробнее расскажет Санечек. Санечек, пожалуйста. Спасибо, Серег. Мне надо открыть книгу. Да, Discord, собственно.
Discord — это наш центр сообщества, наш центр сопротивления, наша цитадель братства, наше бюро детективов, наш Raccoon City, etc. Потому что там очень много всего произошло. Именно в этом месте мы после каждого стрима приходим общаться с нашими подписчиками для того, чтобы узнать, как прошел стрим. Так что не забывайте об этом, доживите до конца, а потом приходите к нам, чтобы поговорить с нами на эту сессию, что вам понравилось, что нет. Также там выкладывают не только мы, но и подписчики различные гайды по ОБС. Этим занимается Тостер, у него там вообще технология такая, что я сижу и такой постоянно. Технология! Кто-то выкладывает как он делает токены Foundry, какие-либо карты, кто-то выкладывает другие материалы, арты по играм выкладывают. Много всего интересного, в общем. И главное, что там выкладывают, это наборы на игры. Кстати, про Родю. Недавно он выложил набор на ДНД, поворот колеса фортуны. Я должен посмотреть сейчас вот в эту сторону. Потому что Наташа тоже ведет поворот колеса фортуны. Вот. Так что приходите смотреть, а может быть даже и поиграть, если вам повезет, так сказать, записаться. А если вам не повезет записаться к нам, ну запишитесь к другим. У нас есть множество ребят, которые классно ведут истории. И они того стоят. Приходите к нам в Discord. Абсолютно. Ссылочка внизу. Ссылочка внизу. И ссылочки на все, о чем мы сейчас говорим, обязательно ждут вас внизу в описании под этим видео. Пожалуйста, переходите, смотрите, категорически рекомендуем вам все это изучить. Ну и последнее, но не по значимости. Кстати, главное, я забыл, наш сервер теперь еще не только вот это вот все, но еще он теперь и бар Фокен Мотылек. Бар Фокен Мотылек ждет вас всех. Ну и, конечно же, последнее, но не по значимости. Наташа, Немрадель, отправляй послание в будущее. Пока далеко не ушли от темы Дискорда, легкий спойлер для тех, кто смотрит это в онлайне, прямо сейчас на Твиче. Либо во время этой сессии, либо после нее сразу появится новый набор уже от меня на ваншот. Если вы хотите попасть в первые ряды, пожалуйста, успевайте. Вот, воспользовалась рекламной минуткой. Это что, тизер? Тизер! Это для тех, кто смотрит вот сейчас в онлайне. А для тех, кто смотрит запись в YouTube-чане, спасибо вам за то, что смотрите записи, спасибо. Я уверена, что вы эту фразу уже слышали от меня много раз. И вы наверняка уже поставили палец вверх. Правда? Вы уже подписались на наш YouTube. Я жду и верю, что прямо сейчас пишется комментарий на несколько слов. Да, давайте. Вот прямо сейчас, вот прям как что-нибудь напишите, что-нибудь, как здорово они выглядят, не знаю, какая приятная музыка, все что угодно. Сколько слов вы написали, напишите. Напишите, сколько слов вы написали, реально. Сколько дней вы будете ждать нас с отпуска. Пишите. Главное, пишите что-нибудь, пожалуйста. Это очень важно для алгоритмов и для нашей поддержки. Это, правда, очень ценно. Спасибо всем, кто это делает. Спасибо. И, пожалуйста, не буду затягивать. Эорик, делай красиво. Будем уже в персонажей заходить. Эорик! Пошла заглушка.
Пауки Лихолесья — прямые потомки Шелоп, а также правнуки первородного духа тьмы — Унголиант. Она главный источник всего паучьего зла в Средиземье, олицетворение абсолютного голода. Унголиант соткала не свет, магическую паутину кромешной тьмы, сквозь которую не мог проникнуть ни один луч. Она буквально питалась светом и радостью, превращая их в пустоту. Магия тьмы подпитывала и привлекала этих тварей сюда еще 2000 лет до битвы 5 воинств. Поэтому некогда Великое Зеленолесье было заполонено жутким отродьем, изменив и отравив добрую часть леса, ставшего с тех пор называться Лихолесьем. Королевство Трандуила скрытно и недоверчиво к чужакам. Эльфийка — шпион, разведчик, незаменимый клинок короля. Тебе приходилось иметь дело с пауками Лихолесья и подозрительными людьми Озерного города, в вылазках, которые тебе назначал сам король. Профессия шпиона требует обмана, скрытности, иногда даже жестокости. Для бессмертных эльфов, чья душа — фея, чутко реагирует на ложь и насилие. Это тяжелая ментальная ноша. Тем более, что Лихолесье само по себе давит на разум своей тьмой. Немрадель. Астедиль или правительские видения терзали тебя с того момента, как ты выполнила свое первое задание для короля. Навязчивые сны о походе — это не просто фантазии. Это судьба, Умбар, которая буквально тащит тебя прочь из безопасных, относительно, границ Лихолесья. Тебе снятся древние руины, смутные образы спутников, а в походе тебе все чаще посещает чувство дежавю. Удар меча Эген, Эорик верхом, Дрога за врачеваниями, Вельди, протягивающий тебе кружку с элем. Пробудившись в своем доме на могучем дубе, ты решаешь отправиться в путь. Как выглядит твой дом в Лихолесье? Довольно простое, неприметное деревянное жилище. Кажется, что здесь нет ничего, что могло бы чуть больше раскрыть о том, кто здесь живет. Словно любые детали, любые вещи, которые могут быть важны и ценны, по долгу службы не задерживаются долго. Нельзя, чтобы даже возможность компромата или угрозы была из-за такой оплошности. Кажется, что это самая обыкновенная комната. Возможно, даже здесь никто никогда и не жил. Настолько отсутствуют следы хоть чего-то. Ты действительно не проводишь здесь очень много времени. Постоянные вылазки. Ну и открытое небо звездное, которое ты видишь, забираясь на самые высокие деревья в Лихолесье. Будто бы роднее для тебя, чем крыша над головой, пусть и находящаяся на дереве. Сегодня ты убедила своих командующих, что ты отправилась в дом Биорна по воле короля. Ты знаешь, что Трандуил не любит отпускать своих подданных, особенно ценных агентов. Чем ценнее ты для него становишься, тем тяжелее эта ноша для тебя. Тебе придется выбирать:
остаться верной своему королю и своему дому, или довериться тем туманным видениям и уйти в неизвестность в поисках ответов, тоска по которым все чаще и чаще выводила тебя за территорию леса. Ты знала, что назвали тебя Немрадель не просто так. Это некогда знаменитая эльфийка древности, родом из Лориена, которая сбежала на юг из-за пробуждения Балрога и бесследно пропала, а ее возлюбленный Амрот бросился за ней и погиб в море. В Средиземье имена имеют силу, и, возможно, твои сны о походе — это скрытое эхо судьбы твоей тезки, зовущей тебя к южным берегам и к древним эльфийским тайнам. Что думаешь ты, последний раз окидывая свой дом, прежде чем отправиться в путь? Внезапно перед моими глазами возникают воспоминания родителей, их образы. Эльфы редко задумываются об этом, но почему-то именно сейчас, когда мне предстоит путь, да даже неизвестно, что мне предстоит, воспоминания о родителях, воспоминания о том, что они рассказывали мне о тёзке, в честь которой назвали. Хотели ли они такой судьбы для меня? Или же это все случайность? Этот вопрос возникает в сознании, после чего дверь аккуратно закрывается, и начинается путь. Словно шелест листьев и взмах крыла бабочки, ты соскальзываешь с дерева и углубляешься в сторону Лихолесья, в сторону сердца Лихолесья, чтобы выбраться по знакомым тропам прочь отсюда. Эгген, ты видишь ту тьму, которая поджрала изнутри это дерево. Ты заглядываешь не только в то место, где оно сломалось и изломлено, но и внутри, там, где как раз идет сердцевина, его, как темные вены, прожигает оно насквозь. И если очень внимательно смотреть, ощущение, будто она двигается. Все еще держа лук наготове, недоверчиво поглядывая в сторону этого дерева, ожидая, что, не знаю, оно внезапно восстанет. Она нарочито тихим голосом, чтобы все внимание было обращено на нее, вновь произносит: «Уходим, и поскорее». Немрадель, ты подходишь ближе к Эгген, слыша ее слова, поскольку ты находилась чуть ближе. Ты видишь, что будто бы следы этих темных полос уходят в глубину чащи. Я могу понять, чьи это следы? Кинь мне, пожалуйста, Что они могут значить? проверку на проницательность. Проницательность — это +4, приятно. И на кубе 10, 14 суммарно. Ты видишь, что это будто бы ручейки темные. Если бы ты глядел, может быть, свысока с кронов деревьев, тебе показалось, что это действительно ручей бьет. Но в какой-то момент, оглядывая это дерево, ты понимаешь, что это ручейки, как вены темной какой-то массы, которая лопастями своими тянулась к этому дереву.
И так же, как и ты осматривала, как и Эйген, следы, ты видишь, что это дерево тоже помечено эльфийским знаком, о котором говорила Эйген, что это знак Дунадайн. Он грубо начерчен ножом на этом дереве. Что ж, тогда я хочу согласиться с Эгиан и кивком, лишь бы не проронить лишнего слова, не привлечь внимание тех, кого внимание мы бы не хотели. И да, видимо, идем прочь. Я взбираюсь на это дерево, чтобы преодолеть его, не обходя, и подаю руку для помощи сначала Дрога, потом Вельде. Мгм. Хорошо. Остальные без моей помощи справятся. Высоковато. Хорошо. Киньте мне все проверку выживания. Ух, у меня 17. Очко. Что это 21, что ли, я так понимаю, у тебя? 21, да. 21, да. Ага. Да, это 21. В случае с Анечкой это никогда не плохо. Да. У меня, кстати, тоже. Да, блядь, 8? мы прокляты с тобой семьи. Нет, у меня очко. Сука. Как радостно, что все мы это признали. Ладно, друзья. Как ты посмел покинуть этот клуб? Это просто какой-то, знаете, как это сказать? Ну, это подстава, короче говоря. Печально. Это печально. Итак. One second. А пока подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки, не забудьте про колокольчик. Высылайте новые кубы Немрадель по такому-то адресу. Улица Так. Пушкина. Дом Колотушкина. Чё, блин? Вы получаете в результате ваших проверок +1 к образку окончания пути. Эген, для тебя информация на сегодняшний день. Вы продолжаете свой путь по лесу. Преодолев это дерево и задумавшись о том, какое же послание собирался оставить тот Дунадайн, помещая эти деревья. Чем именно руководствуется он, следуя здесь в одиночестве. Вы идете вглубь леса. С каждым шагом спёртость воздуха, давящее прикосновение ощущается все сильнее. И вы понимаете, что с каждым вашим шагом, пусть и тропа все еще под вашими ногами, она все больше и больше как будто бы сужается, начинает прижимать вас деревья своими лапищами широкими с разных сторон. Как вы преодолеваете этот путь, следуя в поисках наводки вашей, а именно в поиске Радагаста, в поисках его дома? Ну, Эрик идет в самом конце. Он следит за тем, чтобы никто не отстал, чтобы те, кто идут впереди него, были в его поле зрения и также контролируют все, что происходит сзади и по бокам, вот, дабы избежать внезапного нападения. Он вооружен щитом прямо сейчас и в шлеме. Держит в руках копье. Эрик бывает именно наблюдателем и контролирует слепые зоны Эйген и Немрадель. Эйген, как обычно, находится впереди, обходя
все возможные маршруты, буквально анализируя на ходу каждый шаг, каждый поворот, который могут пройти. И глядя на ее обычное поведение при передвижении, многим тяжело будет понять, что на самом деле. Руководствуясь очень простой логикой. Здесь лихолесье. Обычным зверям приходится очень тяжко. В основном здесь обитают темные сущности, пытающиеся завлечь путников в глушь, задушить их там, уничтожить. Но обычный лесной зверь, он всегда знает то место, куда прийти к приюту. Эген идет за ежиками, мастер. Я нахожу следы тех самых ежиков и иду по ним. Кинь мне, пожалуйста, проверку с преимуществом. Ежики выведут меня к Радагасту, рано или поздно. И кинь мне проверочку, пожалуйста. Сейчас скажу, на что. Вот хочется сказать на природу, учитывая, что ты ищешь следы. Но поскольку ты опытный следопыт, давай пусть это в том числе будет на проверка на внимание, чтобы не упустить этот след. Пусть это будет внимание. Хорошо. То есть, иными словами, Эгиан пытается выследить Дрога, я правильно понимаю? А че его выслеживать? Он сзади идет. Поэтому мы ходим кругами. Так. Давайте-ка я воспользуюсь одним нашим вдохновением, которые нам пришли уже. Большое Он спасибо. вернулся в клуб. Спасибо. Я вернулся в клуб, у меня 8 на кубе. Он ненадолго уходил. Тебя здесь всегда Я примут. ненадолго уходил. Я знаю. Хорошо. О, это ровно 15, я не получаю пункт тени. Мгм. Ну, на кубах в смысле. А вместе с проверкой это 21. Прекрасно. Эгин. Опять очко, да. Ой, очень громко. Почему музыка Извините. страшно сыграла? Это не страшно. Всё. Это ежики вывели меня красиво. Галадриэль. Я здесь. Эгин. Ты следуешь по следам ежиков. И чаще, которая все глубже и глубже, будто бы сужала в этот момент свои лапы, а вы сошли, в том числе со старой гномей дороги, чтобы последовать в ту сторону, куда шли маленькие существа. И ты выходишь на такую небольшую, как будто бы проплешину в лесу. Она в ширину она не создана руками существа, как человек или эльф. Она будто бы естественным порывом закручивается. Деревья будто по спирали огибают его, но при этом пространство без деревьев открывается тебе. И подняв голову наверх, Эгин, ты видишь там небо. Голубое, лазурное небо с белыми облаками-барашками, которые клубятся друг на друга. Ты на этой поляне видишь небольшой холм, который тоже будто бы в этом танце закручивается вместе с этими деревьями, составляя вот этот единый ландшафт. А Нимрадель, шедшая за тобой, понимает, что это призрачное убежище Синдар, эльфийское убежище. Только эльфы знают, как попасть внутрь. Либо очень настырные следопыты Дунадайна. Именно. Ты входишь туда и понимаешь, что все это движение идет по спирали. Ты начинаешь кружить вокруг. Нимрадель, выходя на эту поляну, также видит, что ты делаешь. И она понимает, что ты делаешь правильно.
Остальные выходят на тропу и видят эту картину. И Эгген говорит: что скажете, мастер Дрога? Видали подобное? Первый раз. Ого. Напоминает булочки с корицей. Здесь даже легче дышится, как вы чувствуете, будто стало больше воздуха. Ну точно, булочки с корицей. Из слоеного теста мы делаем спиралькой. Будем надеяться, что хозяин дома. Нимрадель, ты знаешь, что это убежище, Синдар. Это тайные, скрытые под холмами залы, входы в которых замаскированы живой магией эльфов. Снаружи они кажутся обычными, поросшими мхом холмами. Но внутри скрывают нечто удивительное. Как ты видишь, что Эгген в очередной раз, огибая этот холм, приближается к нему. И прямо сейчас вступает в верное направление. Эгген, кинь мне проверочку внимательности. Внимание. Угу. Пока Эгген это делает, Нимрадель немного поодаль наблюдает и словно проверяет Я поняла. действия. Сложив руки на груди, наверное, знаешь, так оценивающе. Да. Вообще-то это тайны нашего народа. Как? Наверное, кто-то мог бы сказать, что это ревность, но нет. Это контролирование, чтобы не было сделано ошибки. Неправда. Что у тебя получилось, Эгген? 18. Ты наступаешь ногой и хочешь сделать второй шаг, но чувствуешь, что почва у тебя будто бы поддалась. Ты опускаешься на колено и нажимаешь на мягкий мох темно-зеленого цвета, который только что наступала. Скорее всего, двумя руками нажимаю в то место. Ты нажимаешь его, и с глухим звуком, будто бы камень, поддается твоему движению и начинает западать внутрь, осыпаясь песком. Коренья висят, растения, которые прорастали сквозь эту землю. И вся братство, вышедшее на эту небольшую поляну в лесу, видит, что у этого холма появился вход. Ты чудесать и чудесать. Вы входите внутрь? Я думаю даже, мастер, что когда мы собираемся туда заходить, я, скорее всего, вижу, как, предположим, Элрик начинает доставать факел для того, чтобы зажечь его, чтобы нам там подсветить путь, на что Эгген отрицательно машет головой и показывает рукой, чтобы он опустил его. Все верно. Местные растения не обрадуются огню. Будем идти на ощупь, в темноте. Так задумано. Ну ладно. Да, я слышал, народ не очень хорошо в темноте. Нет, это просто вы слишком хорошо ориентируетесь в темноте. Не могу не согласиться. И как раз это уже по дороге вниз дальше. Да, когда Эгген говорит «не могу не согласиться», вы слышите эхо, отражающее ее голос внутри. И, Миратель, ты действительно удивлена приятно, наблюдая за работой следопыта. Ты впервые сталкиваешься с таким, с такого рода человеком, с Дунедайн. И даже этот эпизод кажется тебе ужасно знакомым. Будто бы это уже происходило. Внутри вы входите и видите изящные колонны в виде каменных деревьев, вплетающихся в потолок, поддерживая его. Здесь эльфы Лихолесья пережидали угрозу, прятались от патрулей орков, перераспределяли свои силы. Здесь вы можете сделать небольшой привал, так как животы
уже заурчали в требовании перекусить. Захотелось булочек с корицей. Зачем я про них сказал? У нас же здесь нет плиты, чтобы это К чему сделать. это было? Как и корица. А вы что-то имеете против леди Немрадель корицы? Прекрасная Ну, вещь. если только вы ее не принесли с собой. Вот она. Человек. Что ж, тогда была не права, признаю. У меня всегда все с собой. На полевой кухне печь булочки с корицей для меня такое впервые. Когда Дрога говорит, что у него всегда все с собой. Ну, я не знаю, представляете ли вы, но это буквально ежик, у которого на иголочках все с собой. Действительно. Я не могу делать это. Это правда. Можно попробовать. Вы понимаете, что у вас есть где-то... Может быть, Эген даст команде братству, может быть, час где-то, чтобы немного передохнуть. С каждым шагом, что вы преодолевали, все чаще становилось все трудно проходимее, как вы вошли в территорию труднопроходимой местности. У нас есть час. Я, скорее всего, скажу Дрога, чтобы он, ну, во время этого привала также, ну, не рассчитывая на то, что будет просто снова найти это место, но на всякий случай пометил его на карте, где мы ориентировочно находимся, Угу. чтобы все-таки была возможность предпринять попытку. После чего Мгм. Да. садится у... Скорее всего, я представляю, что здесь находится небольшой такой... Сравнительно небольшой, примерно с пару ладоней размером луч света, который бьет откуда-то сверху, откуда он не был виден снаружи, но здесь он мягко рассеивается в лучах пыли. Она там присаживается около него, как будто бы слегка подставляя лицо этой солнечной ванне. И минута спокойствия. Надо ей воспользоваться. Она достает трубочку. Отлично. Сколько бы ты хотел раскурить трубочку? Весь час будешь курить? В течение часа? Ну, потихонечку, да. Очень-очень медленно. Хочешь ли ты что-нибудь изучить при этом? Поразмыслить о чем-то? Да, Мгм. Радагаст явно где-то прячется. Если его давно не видели, нигде не могут его найти. Но в лесу все же встречаются мирные звери. Беззащитные звери, которые могут рассчитывать только на собственные колючки, маленькие коготки, клычки. Что они могут противопоставить расползающейся скверне, паукам, варгам? Радагаст где-то рядом, но он скрывается. Где? Почему? Как обратиться к нему? Нужна зацепка. И, возможно, это место подскажет. Ты раскуриваешь трубку. И после того, как ты какое-то время посидишь, поразмыслив над этим, и сможешь совершить свою проверку с бонусом после курения трубки. Напомни мне, пожалуйста. Это у нас мудрость, это мудрость с бонусом мастерства. Все верно. Поскольку у меня есть владение трубкой. Да, инструменты, курительная трубка, да, у меня есть. Да. Все верно.
тупо один. Знаете что? Я не буду это перебрасывать, я просто хорошо проведу время. Эгин, ты куришь, наблюдая за тем, как твое братство скидывает с себя тяжелые походные сумки. Переговаривается о чем-то Дрога с Вельди. И Мрадель ходит по помещению, проводя рукой по резным колоннам, изображающих деревья. Эурик, тяжело тоже скидывая с себя, наверное, лямку с плеча своего щита, опирает его о стену. Смотришь и видишь вокруг множество символов на эльфийском. Они для тебя не говорят ни о чем примечательном. Ощущение, будто тут и там время стерло завитки, которые позволяют тебе понять, в чем была конкретно суть этого предложения. Но то, что ты понимаешь, что это именно эльфийские руины, ставшие впоследствии убежищем. Этому месту много тысяч лет. Мастер, если позволишь. Да. Когда она осматривает это все, она будто бы слышит слова. Хриплые слова пожилого человека, пропитанные невероятной добротой, которую она в какой-то момент услышала впервые за очень-очень долгое время тяжелых, изнурительных скитаний. Который как будто бы дает ей ответ на тот вопрос, который она сейчас задает этим стенам. Волшебники, Эгин, появляются тогда, когда нужны. Ранее или позже. Они придут тогда, когда это положено. И Она улыбается этому голосу, да, вспоминая, как он звучит. Давно она с ним не виделась. будто бы отвечая, давая сигнал вам о том, что вы следуете в правильном направлении, оттуда, из этого места, где бьет солнечный луч, выпархивает маленькая птичка. Она влетает в ваше убежище и, хлопая крыльями, садится на плечо Немрадель. У нее пестрые фиолетового цвета крылышки, маленький клювик и интерес в глазах, как она смотрит на вас. Я осматриваю птичку. Почему она здесь? Как она вообще сюда попала? Что она хочет здесь? Эта птичка. Она смотрит на вас. Головой вот так вот почесываю себе спинку, как перышки переклевывая, как будто бы у себя встрепенулась. Вспархивает, огибая это убежище и вылетая наверх. Через пространство, которое освещает это место. Вы чувствуете умиротворение здесь. И влияние эльфийской магии. Если ваши персонажи чувствовали утомление, сейчас оно будто бы снялось легким движением руки, как если бы вы хорошо поспали. Слушай, Что бы вы еще Немрадель, сделали здесь, прежде чем отправитесь далее? Да? Эврик? это чарующее место лежит в руинах. А для чего оно раньше использовалось? Это же эльфийская постройка. Могу я знать, мастер? Да. Мирадель, когда ты выходила в свои
вылазки, либо видела, что отряды по задаче короля Трандуила отправлялись в патрули по Лихолесью. Знала, что такие места, как эльфийские руины или, может быть, старые курганы, куда не забралась тень, служат местом, в котором ты можешь укрыться. Ведь не так много мест в Лихолесье, где возможно передохнуть и перевести дыхание. Вам очень повезло, что вы нашли его. Ведь эльфийская магия настолько коварно прячет их, эти места, что даже эльфы иногда не могут их найти. Ты здесь никогда не бывала. Но ты знаешь, что, находя такие места, они всегда вплетены естественно в ландшафт, но при этом неестественны в своем натурализме. Что ж, так ли это важно, если это прекрасное место для отдыха? Это и правда прекрасное место на отдых. Но я думал, ты знаешь. Мне было бы интересно донести до своей родины легенды и рассказы из столь далеких земель и других народов. Я думаю, мы только в начале своего пути. У нас еще представится возможность узнать легенды и рассказы. Все-таки впереди... Я ведь правильно помню, что нам нужна аудиенция у Трандуила? Да, все верно. А цель вашего пути, Эйген как раз попросила тебя присоединиться именно поэтому. Все-таки впереди нас еще ждет сам король. Не знаю, лично мне сложно придумать место лучше и времени, чем короткий привал на тяжелой дороге. Нет ничего лучше, чем хорошая похлебка и хорошая беседа. Ты согласен с мной, Дрога? Там звук кастрюли. На похлебку, наверное, не хватит времени. Учитывая то, что Эйген дала час, я поворачиваюсь на фигуру, которая загадочно дымит на здешние надписи. Но я что-нибудь придумал, учитывая, что нам нельзя здесь разводить огонь. А, я знаю. И Дрога начинает снова это шебуршание посудой, этими кастрюльками, которые у него в каком-то необъятном количестве вытаскиваются из его маленького рюкзачка. Не могу не заметить. Если ты говоришь, что здешние места огонь не любят, а как они относятся к добавочному дыма? Ну, учитывая, что я видел, как некоторые из эльфов провожатых тоже рассмолили, возможно, деревья, и они нас проблематично к этому относятся. Это вне моего понимания. Мне казалось, что эльфы, они всегда за сохранение чистоты природы в том естественном виде, в котором оно есть. А сжигание листьев, трав, разжеведение огня — это что-то противоестественное. Ну, он несколько задумывается. Вообще, насколько я слышал историю Радагази, именно, вполне интересно. Ты слыхал о том, что в Лихолесье живет волшебник Радагаст Бурый, один из 5 мудрецов Истари. Волшебников, отправленных в Средиземье для борьбы с Сауроном. В отличие от других, он живет обособленно в лесу, поскольку животных и растения, и флору, фауну он понимает намного лучше людей. Его могут пренебрежительно называть птицеловым и простаком, но Радагаст обладает великой древней магией Земли, поэтому его так влекло сюда. Ну, в общем-то, наверное, до него могли доходить слухи, что он, как и большинство волшебников, тоже не прочь покурить.
Конечно. Курение трубки, а также и разведение костра — это не уничтожение леса, как вырубка целенаправленная. Это в том числе как цикл времени, как колесо, которое продолжает движение. Старые пожухлые ветви используются для костра, для того, чтобы обогреть путников. Все в этом мире циклично, и этот лес не исключение. Эльфы это понимают. Как это поняла и Эгиан. Ведь кто-то из вас, возможно, понимает, что так эта методика, которую она избрала, очень подходит к той цели, что вы идете. Вельди. Так что ведь кажется, ну, да, проблема, как вам, наверное. Это вполне естественная вещь. Все же либо листья просто загнивают здесь, либо они отправляются в путешествие по всему Средиземью через воздушные потоки. Я бы никогда такое не выдумал. А эльфы сообразительный народ. А то они самые древние существа в Средиземье. Да, неспроста они были первыми существами аниме. Первыми существами аниме? Что? Они мы. Они были, В общем, а не мы. Да, ну, да, Я тоже услышала аниме, думаю, нового. Это правда. Снимаясь с этого места, Эгиен прячет трубку и, выходя из этого тайника, кинь мне проверку. Моя любимая проверка на сегодня для тебя, на внимание снова. Хорошо. Это 18. Эгиен, как ты выходишь из этого тайника? Ты видишь из-за луча, который пробивается сквозь расступившиеся кроны деревьев, поблескивание знакомых лепестков за курганом, в котором вы находились. Ты видишь заросли Ацелоса. Сегодня лес поистине благоволит нам. О, Мастер Дрога, что правда, то правда. кажется, мы можем пополнить запас. Мы можем пополнить запасы Ацелоса. Да, вижу. И он трет свои маленькие ручки пухлые и начинает собирать. И довольно, кстати, нежно. На удивление. А не просто вырывая их, как сорняки. Да. Ты собираешь Ацелос, и у вас в возможном использовании будет 3 пучка Ацелоса для того, чтобы использовать их для исцеления, снятия эффектов. Нимрадель, как разведчик группы, кинь мне, пожалуйста, проверочку расследования. это можно. Да пройдем. 10. Все нормально. 10 в В сумме. сумме. А, Мгм. 10 в сумме. Хорошо. Нормально.
И так сойдет. Отлично. Враг не подберется. Имрадель, ты слышишь шелест крыльев вновь в лесу. Ты оборачиваешь голову, всматриваясь. Начинаешь приближаться к деревьям, касаясь рукой одного из них, вглядываешься в темноту. Ведь как только ты отходишь чуть дальше от этого места, снова сгущаются тени лихолесья, привычные. Уже привычные вам, а привычные тебе так тем более. Ты видишь вдалеке, будто бы какое-то движение. Присмотреться к этому движению, если это возможно. Да. Хочешь присмотреться? Кинь мне Да. проверочку. Внимание. Если ты мне дашь знать, и ты можешь сделать это с преимуществом, я могу помочь. Я думаю, нам это нужно. 3 глаза лучше, чем 2. Да, определенно нам это нужно. Даже замечая Факты. движение. Да, замечая движение. Я тихо начинаю идти в эту сторону. Очень недалеко, типа пара шагов. И рукой делаю подзывающий жест для Эгин. Эген. В момент, когда тебя подзывает Имрадель, ты начинаешь тоже следить за ее движениями. И понимаешь, что в лесу наступила будто бы гробовая тишина. Даже шелеста травы не слышно. Тишина неестественная, давящая. Нарушается прерывистым шорохом. Где-то вдали. И, скорее всего, грохотом самовара Вельди. Это если бы... Если бы он совершал эту проверку. Нет, ты действительно слышишь только своих спутников. Ты правильно подметила. И, возможно, показываем тише. Вы следуете с ним, Радель, вперед в чащу. Киньте мне все, пожалуйста, проверку скрытности. Напоминаю, с преимуществом. Так, а Нимрадель будет на внимательность в итоге кидать с преимуществом или уже нет? Она не кинула, кидай. Да, меня автоматический успех устраивал. No. 3:20! Такое бывает на этом кубе. Цифры двузначные на кубе. О май гад. Сколько Чисел. получилось? 20? Там что было, внимание? Да. Да. Я уже не помню. Да. Если со вниманием, то 26. Хорошо. А я догоняю тебя по скрытности. У меня 2 на кубе, и того 8. Мгм. Что касательно У вас скрытности... преимущество. Вы помните, что у вас преимущество на скрытность? и не шиб, А, я же за сказал, тень преимущество. Ты не шиб же. За тень не Да. шиб. Все верно. За мои бутерброды. Пора, бутерброды. Ладно, теперь 12. Мгм. Вау, 17. Мгм. 25 я Ребята, что испарился. у вас? 10. Так, Вельди. Да. Это 17 получается. 17. Хорошо. Вы следуете вперед. Постепенно получается так, что вы идете друг за другом, пригибаясь, шаг в шаг следуя в сторону Нимрадель и Эгин. Нимрадель, которая совершила проверку внимания, как следопыт, как разведчик группы. Да, все верно, как разведчик. Первое, что ты чувствуешь,
это будто бы холодный ветер. Но он не ветер в физическом плане. До тебя доносится первый, касаясь тебя, ужас и средоточие смерти, скрытый в самой темной, удушливой, заброшенной части леса вдали от эльфийских троп. Колония гигантских мыслящих пауков, потомков древней Унголиант. Паучье гнездо Лихолесья. Видишь пространство из паутины, которая сплетает вековые черные деревья, затягивая невероятно густой, липкой, прочной серой сетью. Она свисает тяжелыми полотнищами, напоминая огромные грязные саваны. Провалившие проверку Эйген и Эорик. Эйген. Следуя за ним, Радель, ты аккуратно поправляешь одну из ветвей. Но из-за того, что сумерки сгущались все сильнее, ты не заметила, что эта ветвь была соединена с паутиной. И как только ты отпускаешь руку, такой всасывающий будто бы звук натягивающейся тетивы. Ты вспоминаешь этот звук, который ты слышала в шоу, совершая прослушивание шепота земли. Это были не тетивы луков эльфов. Это были натяжения паутин. А Эорик, следующий за тобой, ты слышишь следом, наступает на сухую ветку. К оружию. Я снимаю лук со своего плеча. Я беру сковородку. Пить копье, все на базе, шлем. Отлично. Готов седлать. Сейчас пауков уседлали, да, точно. Точнее, пауков еще не Совершившая- седлали. Немрадель, совершившая высокую проверку внимательности в том числе, ты видишь, что в сети этой паутины где-то на верхушке, знаешь, как будто бы второй ярус этой паутины, ты видишь, что что-то свисает, прилипшее к этой паутине, но ты пока не понимаешь, что это. Вельди. Можно один Подлагивает вопрос? наш дорогой Это Вельди. что-то там вот это вот то, что ты описал, оно какого размера? Оно похоже на размер с гуманоида? Нет, ты видишь, что это... Немрадель, ты видишь, что это какой-то предмет. Но с этого расстояния даже твой эльфийский взор не позволяет понять, что это. Вельди. Веди перехватывать молот и щит и за случай чего оборонять тыл. Мгм. Хорошо. Наверное, это глупый вопрос, но я должна спросить. Да. Считается ли местность, в которой мы находимся, лесом? Конечно. Она на всякий случай. Нет, я думала, что мы находимся типа в помещении. Ну ладно, хорошо, преимущество. Нет, на вы уже скрытность, слава вышли богу. из вашего убежища. вот А, того. да. Конечно, мы уже были Сори, давно. Я Да. затопила. Я просто пролез оставлю. А, мастер, вопрос. Это, знаете, на плоте должны быть тупые вопросы, я поняла. Обычно это Катя делала. А считается ли это скрытой атакой? Я теперь буду. А считается ли это лесной местностью? Абсолютно, абсолютно. Прекрасно, друзья мои. Из-за того, что половина вашей группы смогла успешно преодолеть проверку скрытности, вы видите первыми, как по одной из паутин, которую отпустила как раз, может быть, Эйген, может и нет, начинают бежать маленькие лапки. Небольшие пауки показываются вам. Вы видите 3 перед собой среднего размера пауков. Этих пауков также Немрадель называют аттеркоп. Это небольшие пауки,
размером чуть больше обычной собаки. Они приближаются по этим сетям, тут и там выглядывая своими странными глазками. Как вы знаете, что обычные пауки, которых вы видели, маленьких, небольшого размера, у них глазки, бусинки. У этих же пауков ощущение, будто они как у насекомых, как у мух, с такой сеткой на голове. Длинные конечности, ловко перемещающиеся, переворачивающиеся кверх ногами, опутывая своим телом больше и больше пространства. Кто-то из них плетет паутину, но один из пауков явно ищет что-то. Так. Могу ли я знать о каких-то их слабостях? Немрадель, ты уже сталкивалась не раз с пауками. Ты, пока вас не обнаружили, можешь успеть сказать своим товарищам, что их слабость — это огонь. Также урон, также их паутина уязвима к огню, но имеет очень сильную текстуру, которая не позволяет ее просто разрубить. Ну и, конечно же, нужно избегать их жала, чтобы не получить удар жалом. Когда я понимаю, что Справедливо. часть моих спутников была рассекречена и раскрычена, мастер Дрога, нам понадобится пламя. И не пробуйте разрезать паутину оружием. Нет, госпожа Немрадель. И я подбегаю к паутине, и начинается тогда развожу огонь. Ага. Окей. И Я не использую проверку. паутину для того, чтобы огонь лучше распространялся. В качестве розжига. Да. Ага, ты выбегаешь из вашего укрытия, в котором вы находитесь? Нет, там же Эгген тыкнула паутинку. Вот я хочу ее Ага. использовать. Вот. Угу. Хорошо, пока ты это делаешь, что вы успеваете сделать, пока вас не Можно? заметили? Да. Можно, наверное, Вельди хочет использовать вдохновение. Он кричит Дрога. В отсеке самовара есть угольки. Можешь попробовать взять их до быстрого розжига. Ты прям Немрадель. кричишь? То, что ты не успел сказать остальным, так это то, что пауки говорят на всеобщем языке. Кидайте на инициативу. Это было брутально. А я думаю, надо, не надо. А я не успею, пока мы инициативу кидаем в авангард переместиться, если что. Да, успеешь. Хорошо, тогда я в авангарде. Инициативная 5. 5 у Немрадель. Мы с Эуриком сделали рокировочку. А, нет, не права, у меня здесь 4. Я почему-то думала, что у меня ловкость +2. Это 7, это инициативная 7. Это инициативная Немрадель. 7. У меня тоже 7. Вау! Коллега? Коллега. 7 Немрадель. 7 Эгген. 16 Мгм. Эурик. Эорик 16. 16! Другу 16. Но Дрога ты раньше меня будет видеть, у меня ловкость Да. +1. Вельди 3. Оп. Кто понял жизнь, тот не спешит. Это правда. Немрадель, какая у тебя ловкость? 18. У меня тоже. Тогда мастер определяет, когда кто будет. Хорошо, я кидаю кубик, чтобы определить 3-4 Эгген.
Это 2. Немрадель ходит раньше. Мгм. Эорик и Дрога. Сейчас скину на вас. Не, Эорик, не, Не у надо них- кидать, у меня У них ловкость А, меньше. по ловкости. Да. Все. Все, да-да. Дрога ловчее. Да, Дрога ходит раньше. Все. А увидеть свой ловкость. Ой, Твою ой, мать. идите. Вельди 3. 3. А, Кто понял жизнь, тот не спешит. Мгм. ой. Итак, отлично. Момент, когда Вельди громко говорит Дрога: возьми! Начинает хвататься за свой бочонок по паутине, которую Дрога как раз разжигал. На тебя нависает гигантская тень. Гигантская по отношению к тебе, но среднего размера по отношению к остальным. С инициативой 20 на тебя двигается по паутине Атерку. Он будет атаковать тебя. О, Каркати, не бейте! Я сразу заявлю, что у меня есть реакция боевой стиль Акрана. Когда существо, которое видит героя, атакует цель в пределах 1,5 метров от него, но не герой может применить ответное действие, чтобы дать помеху броску атаки, используя щит. Куда в авангард ты переместился при этом, скажи мне? Если я с Дрога, я буду его прикрывать щитом. Хорошо, если ты так Ну, решишь, но при этом... Эгген впереди шла, я добежал Да. до нее, начал использовать эту паутинку, а Эорик переместился раз вперед в авангард, то значит он рядом со мной. Поскольку вы все находитесь рядом, пауки, ведомые волей призраков кольца, обожают устраивать гнезда на древних гномих местах. Встреча с ними — не просто бой. Вид огромных антропоморфных тварей, шепчущих на черном наречии, заставляет ваших героев сопротивляться скорби. Киньте мне проверку против влияния тени, прежде чем произойдет все остальное. Это проверка должна не превышать значений мудрости вашего персонажа. Киньте мне проверочку против страданий. Так хорошо, у меня 11 минут страны получается. Испытание мудрости против соблазна, сложность 15. А мы кидаем Это соблазн или это мудрость? я про... Это вы кидаете испытание мудрости против соблазна. Сложность Мгм. 15 соблазна. Тогда у Мгм. меня преимущество во время испытаний против соблазна. Хоббит. Ладно. Я сегодня тестирую 9. Ты что, все шутишь? У меня тоже 9. Да ладно! Да ладно. Они умоляют. Они. Так, хорошо. Ребята, сколько у кого? Но не должно превышать мудрость, да, мое значение? И при этом сложность 15. А вот это не превышать мудрость, это количество набранных очков тени. Вообще в А, всё, целом. Это окей, я вам окей. напомнила про Мгм. очки тени, да. А, Все, у меня 16. Угу. Эурик. 11. Вельди. 20 плюс 1. Очко! Вельди. Это что, название сессии или что? Почему? Очко. Вельди, как раз кинув, осознав вот это присутствие этого гигантского существа, ты видишь сквозь нее, просто твой взгляд падает немножко вниз, и ты понимаешь, что ты видишь будто бы символы на камнях, вырезанные гномии символы, вот эти вот руны, рунические буквы гномов. Это прибавляет тебе ощущение того, что ты сможешь сопротивляться тени. Все, кто провалил бросок, получите 2 временных пункта тени. Хорошо, не постоянно. Я уж напугалась. да. Отлично. Эврик, ты реакции защищаешь прежде атаки на существо, которое ты защищаешь?
Он дает помеху. Если он Помех. рядышком со мной стоит, то я прикрываю щитом и Да. даю помеху на атаку по Дрога. Дрога ты слышишь при этом кривой голос, который шепчет тебе. При этом это 10 на атаку. Нет. Я хочу подальше Это не- отсюда и Это уворачиваюсь. не попадает. А этот паук пытается жалом ударить тебя, но попадает своим жалом в щит. Да, со звоном отбивает, привлекает других пауков, которые начинают бежать в вашу сторону. Так. На этом у него, кстати говоря, это все. Он остается здесь. Следующий ход у Дрога. Ну, я поджигаю паутину, на которой он стоит. Хорошо. Сделай мне проверочку ловкости рук, Сюда. чтобы это сделать. 13 плюс 4, 17. 17. Так. 17. Мне где-то сейчас, секундочку. Ту-ту-ту-ту-ту. Это попадает у паутины, КД не проходит эту проверку. Вот. Наноси урон паутине. Урон от огня. А какой урон? Кинь мне D6, чтобы понять, сколько это будет урона по паутине. 6. 6. Отлично. Ты поджигаешь эту паутину. Она занимается пламенем. И начинает это пламя бежать по этой паутине, по лапкам этого паука, который взвизгивает, спрыгивает с этой паутины на дерево, возле которого вы стоите. А паутина начинает бешеным темпом сжигаться в сторону, куда-то уходя вперед. Ты уничтожаешь эту паутину, которая привлекла внимание Кэгиен. Что это все ли твои действия? Я кричу этому пауку, который взвизгивает. Получай, членистоногая, знаешь, выглядывая из щита Эурика, когда он смотрит на меня, я обратно в щит. Он не упускал возможности блеснуть, что он ученый. Да. Это была злая насмешка в путь, так сказать, от Аркопу. Следующий ход у Эурика. Не отходи от меня далеко, маленький Дрога. Я прикрываю его щитом, и это копье с досягаемостью. Я могу дотянуться до этого членистоногого на дереве. Да, паук над тобой прямо сейчас находится. И я его тыкаю копьем просто. Хорошо. Это кидай на будет попадание. 11 на попадание. 11. Yes. Это не проходит. А пан, Ты- знаешь, он, наверное, далеко просто слишком, мне приходится слишком близко взять к концу копья, и из-за чего удар получается слабенький просто. Ты делаешь выпад, ударяя копьем, а жвалы этого паука пытаются поймать вот это твоего древка копья. Я как Ну, швабру ты пытаюсь его, промахиваешься. знаешь, сбить его с дерева. Да, вот так, вот, пошел отсюда. Это весь мой ход, я остаюсь Отлично. здесь. Хорошо. Вообще, топ. Хорошо. Следующий следующий ход у другого паука, который ползет с противоположной стороны, и он приближается в сторону Эген и Нимрадель. Нимрадель. Он атакует тебя. Ты готова? Так. Готовы ли мы? Так, это 16 на попадание. Это попадание. Хорошо. Нимрадель, он, этот паук, который ползет в твою сторону, пытается запустить в тебя паутиной, чтобы опутать тебя. У него 3 урона колющего по тебе. Соверши мне, пожалуйста, спас-бросок телосложения со сложностью 13.
На этом подарки не заканчиваются, я поняла. Ну, что бы мог подумать? 2 на кубе плюс моя выносливость 3. Отлично. Ничего хорошего, конечно. Немрадель. А, Паутина попадает по тебе, выстреливает и опутывает тебя за плечи и руки. Ты пытаешься освободиться, и она с легкостью с тебя спадает. Но при этом ты понимаешь, что ты больше не чувствуешь ни рук, ни ног. У тебя эффект парализовано на 1 день. Да ну, Оу. ё-моё. Так, на этом ход этого паука Деритесь. завершается. Следующий ход следующего паука, который из ниоткуда будто бы появляется и бросается на вас с противоположной стороны, прыгая в сторону Вельди. Он пытается напрыгнуть сверху на тебя и атаковать укусом. Так, это... Так. Сейчас, подожди, я кину в тебя атаку. Это 16. 16. У меня 17. Не пробивает. Он не попадает. Вельди, ты с разворота поворачиваешься на звук несущейся на тебя твари, которая клацающими звуками налетает, и она просто отпрыгивается от тебя, как раз по касательной, не успевая в тебя попасть, и, возможно, тоже дум звук твоего знаменитого самовара до проходов отсвечивает в этот момент. И она пролетает мимо тебя. На этом ее ход завершается. Следующий ход Немрадель. Паралич. а я же, ну, я же не могу. Ты не можешь при этом ничего делать, да. Все, хорошо. Следующий ход у Нет, Эген. только молиться на Южика Дрога, все. Если у него что-то есть, ну, других вариантов у меня есть. Вау, спасибо. Мгм. Эген. Мастер, ты говорила, что Ацелус может снимать эффекты. Да. Могу ли я, как постоянный пользователь Ацелуса, знать о том, какие это эффекты? Утомление. Утомление — это факт. Сейчас, подожди. И все. Всё? Так, Понятно. так. Всё. Нет, подожди, там же лечение здоровья. Но лечение здоровья — это да. Да, Тени но шип. состояние он не снимает. Королевский Мгм. лютик Да, может у нас снять. Я снимает паралич от жала, вот те коренья, которые вам Ульфрик тогда рассказал и дал вам. Паучий щавель мы его позвали, да. было Паучий паучий такое. щавель. Паучий щавель, точно, тот самый. Да. В таком случае у меня все так же рук в луках. Лук в руках. И слыша, наверное, скорее то, как эта паутина попадает по Немрадель, я разворачиваюсь в ту сторону этого звука и выпускаю стрелу в этого паука. Мгм. Хорошо. Кидай мне, пожалуйста, на попадание. Мгм. Так, это 16 на кубе плюс 8, 24. Попадание. Ты попадаешь. Так, и... Поскольку это слуга врага, это плюс 2 к урону. Итого это 14 урона. Хорошо. Ты стреляешь в сторону этого паука. Он взвизгивает. Больно. Начинает вокруг себя мельчешить, пытаясь скинуть из себя стрелу. Жалит меня. Эген тем временем достает вторую стрелу, вкладывает ее в лук, встает на то место, где сейчас находится Немрадель, буквально загораживая ее своим собственным телом, и кричит: «Дрога, паучий щавель!» На этом твой ход завершен. Да. Хорошо. Следующий ход в Вельде.
паук, которого ты отфутболил, Ага. недалеко от тебя. Мгм. Да, понимаю, что сейчас лучше на себя отвлечь как раз их внимание. Вельди начинает бить по щиту молотом, потому что он, возможно, уже слышал от как раз-таки, возможно, других путешественников, возможно, из рассказов как раз-таки о походе к Эребору, что эти пауки все равно очень чувствительны к определенного рода вибрациям и звукам, так что он начинает очень громко колошматить. Пускай это может привлечь других пауков, но, по крайней мере, сейчас это оглушит тех, которые нападают прямо сейчас. Недалеко от тебя как раз находится тот, которого ты отбил, и тот, который на дереве над Эуриком и Дрогом. Соверши, пожалуйста, мне тогда атаку. Так, это будет тогда... Ага, окей. Это 17. Что-то сегодня часто 17 выпадает. То есть ты хочешь именно как бы привлекать внимание, скорее это не атака, а именно на привлечение внимания ударами. Ну, или не знаю, как-то попробовать таким образом оглушить ближайших пауков. То есть, ударяя по нему, ты ударяешь в том числе... тогда сделай мне на исполнение, пожалуйста, проверочку при ударах этих. Ага, окей. Ага. Так, давайте. Да, исполнение, всё верно. Исполнение. Таунт. Неплохо. Это 19. Отлично. То есть, Они 15 начинают... Ой, 16 О, плюс 5. отлично. Они начинают шипеть, скриптя вот этим своим полумультящим Он исполняет индастриал техно по-эреборски. Есть. Они что? Начинают верещать. Вы просто... Вас это удивляет. Не модель, которая от ключки. Это бы не удивило, что они действительно понимают и говорят на всеобщем. Но он перемешан с другими языками, которые Эурик узнает между собой. Они переговариваются на орочьем языке. И, возможно, Эген тоже знаком. Это, да, скорее всего, Темное да. наречие, да, я могу знать. Темное наречие. Вельди, ты попадаешь по этому пауку. Наноси урон. У тебя было 17 на попадание. Так, это получается... Так, D8 сейчас. Ну, это 8 урона. 8 урона. Ты бьешь по этому пауку с криком и отрубаешь ей одну жвалу на его морде вот этой лица, которая начинает визжать. Наверное, там как раз-таки стороной с киркой так как раз чечух она тяпывается. Да, так вы обрабатываете камень вот в недрах одинокой горы. Следующий раунд. Итак, паук, который нападал на Дрога и Эурика. Он пытается спрыгнуть на Эурика, чтобы задавить его своим телом и начать кусать его своими жвалами. Так. Укус. 22. Ух, попадает. Урон. Так. Угу. Плюс 5 к попаданию. Странно, что это обозначение укусом, при этом это, видимо, перепутано. Все, я поняла, что здесь произошло. Хорошо, это 15... А, это не то, простите, пугаю. Это 6 урона. Все, я разобралась, извиняюсь. 6 урона, Эурик, ты получаешь? При этом он своими жвалами начинает тебя
клацать перед твоим лицом, опрокидывая тебя, пытаясь опрокидывать тебя на землю. Спас-бросок силы, пожалуйста, против его силы. Дружище, ты выбрал не того. Бля, 10. 20. Он роняет тебя на... Это на клипы. Это на клипы. 4 плюс 6, гайс. Эорик, Дрога, ты видишь, Эорик, который кричит, не на того напал. Навзничь. Который начинает жвалами вот так вот перед твоим лицом клокотать. И единственное, что тебя в этот момент сдерживает, ты пытаешься его удержать, это своим щитом. Но он все равно задевает тебя по плечу. Наверное, знаешь, наплечник один отлетает у тебя от твоей защиты. Ты получаешь этот урон. Так, при этом, сейчас, да, я проверю. Пожалуйста, проверочка от тебя. Немрадель, я тебя обманула, потому что у меня перепутано было почему-то укус и паутина между собой. Ты не парализована. Она опутана, на один получается, день. да? Ты опутана. Да, все верно. Мгм. У тебя была проверка силы со сложностью 11, но у тебя было меньше 11, правильно я помню? Да. Да. Соответственно, ты опутана паутиной, все верно. Я Там еще было читаю, типа думаю, 3, да, там что-то какой-то non-speaking English произошел здесь у меня, я дико извиняюсь. Ты опутана Там был, паутиной, но ты в быстрее, сознании. Все небольшой. нормально, ты не парализована, да. Понятно, но это даже хуже, Эорик. потому что будь у меня та проверка, которая изначально была, это было бы 3. Но сила у меня -1. Так что гипотетически мы сидим еще больше. Ну да, удачи. Но хотя бы ты не парализована на день, а вот Эорик кидает мне проверку со сложностью 13 телосложения спас-бросок. Иначе будешь парализован на один день. Это-то я пройду. 13 ровно 9 плюс 4. Она клацает тебя, но ты понимаешь, что касается тебя, но прыснувший яд, который ты видишь, что как он вылетает у нее из вот этих лопастей вместе с слюнями и вот этим всем, вот этот ротик, который клацает перед тобой, попадает мимо твоей открытой раны, и ты не парализован. Все, мы разобрались. На этом его ход все, следующий ход Дрога. Эгент, который кричит про паучий щавель, я начинаю шариться, и у нас его нет! Нам только подсказали, как он выглядит! И в этот момент смотрю на Немрадель, смотрю, как Эорика просто сносят передо мной, смотрю на этого паука, смотрю опять на Немрадель, которая опутана, смотрю на сковородку, которая лежит вот около огня, и... Но есть кое-что другое. Беру сковородку. Матильда! Хорошо. И, собственно, я хочу использовать жар этой сковородки для того, чтобы Немрадель, так сказать, опутана больше перестала. Просто сковородка для всего, для всех событий вообще, которые могут быть. Отлично, наноси Легендарная. Я знаю, если меня это не подожжет. Подождите, Терпи. жар Надеяться. Матильды лечит. Нормально, нормально. Наносим урон паутине. Хорошо. Мне нужно кидать на Вот попадание там по паутине? Да. Хорошо. Самое оружие, которое врагов бьет, а друзей лечит. Да. Врагов калечит, Абсолютно. друзей лечит, да, вот это. Так, Сложность если 10. Буквально учитывать эта бонус сковородка атаки, буквально это friendly fire. 11. Единственный friendly fire, который приятен. Ты попадаешь по паутине, наноси ей урон. 4. 4 4 гордых Ты общих видишь, урона. что паутина начинает сжигаться этим огнем, она начинает бежать эти огоньки эти по паутине, но Немрадель все еще чувствует, что ее опутывает, что эта вязкая и плотная субстанция все еще сдерживает ее. Но вы понимаете, что еще раз и тебе удастся это сделать. Дрога, все ли это в твоем ходу, будешь ли ты еще перемещаться?
Нет, я буду около Нимродель Эгиан, потому что Эорику там явно плохо, Вельти устроил хип-хоп, а... Дабстеп. Я верю, что роханская кухня справится. Отлично. А я извиняюсь, пока мы далеко от меня не отошли в прямом и в переносном. Есть ли у меня возможность, типа, внутри своего хода попытаться, ну, ретроспективно? Да. Прокинуть силу? Да. Могу сейчас? Давай. Ну, у меня минус Сложность 1, 10. господа. Как бы, я не то чтобы верю в то, что это случится. Вау, на кубе 18, это 17 итогов было. Совместными, видимо, усилиями с Дрога. Отлично. Эффект твоего опутывания прекращается в тот момент, как раз как ты вот этим своим кинжалом скрытым, который, возможно, даже еще не видели твои друзья, как видит Дрога, изящный клинок с изящной рукоятью, разрезает оставшуюся часть этой паутины. Как раз ты освободил ей руку для того, чтобы она смогла это сделать. Нимродель, ты освобождена. Следующий ход у Эурика. Я не буду пытаться его атаковать, потому что я лежу ничком, а так ближнего боя у меня будет с помехой. Вместо этого, Ну, ты Я же можешь хочу. встать. я так понимаю, он лежит сверху меня, я не могу это просто встать. Да. Вот. Можешь Вместо этого я совершить хочу сделать проверку следующее. против его сложности. Я хочу сделать боевое искусство применить. Вот. Я попытаюсь силой, пока я Ганфу? лежу, выбить у него из одной из его ног равновесие, выбить и перекатиться в сторону. Тем самым я хочу повалить его на землю, если это получится возможно, и самому подняться. Мгм. И если, конечно, одна выбитая нога ему реально что-то сделает картину, и учитывая, что у него их 8, вот, но попытаться стоит, я думаю. Давай тогда ваша проверка твоей атлетики против его силы. Проверка атлетики, сейчас я... 25! Да! 16. Ты делаешь это. Да, я пишу, что происходит. Я лежу вот так вот. У меня здесь щит, копье, он у меня сверху повисает. Я с ноги выбиваю ему его одну из лап, перекатываюсь кувырком, он падает на землю, и у меня остается перемещение. Там примерно половина перемещения, когда я встаю. И эту половину перемещения я трачу для того, чтобы залезть на него сверху. И это весь мой ход. Кинь мне проверку. Для этого сейчас скажу чего. Такую. Акробатики. Чтобы запрыгнуть на него. Жаль, не крутости. А нужно ли мне делать проверку, если я успешно его повалил? Он же, Просто у меня было понимаешь, 8. ты его повалил. Но если его я повалил, правильно и он понял, моя лапками загадка была в наверх. том... Нет, не наверх. Он на пузе лежит на земле, если это так. Допустим. Потому что изначально моя заявка звучала, как выбить у него из-под ног равновесие и перекатиться из него. Вот. Если это сработало, если он лежит ничком, нужно ли мне делать проверку? Потому что у тебя было 8, я не знаю. У тебя с преимуществом. С преимуществом? 22! Но если с преимуществом. Хорошо. Well, всадники Рохана в здании. Включается саундтрек Тогда Рохан из осаживается. Riders of Рохан. Рохан Да. насаживается. А ты верхом на Ой. этом пауке, Эурик. Следующий ход. У паука, которого стреляла Эгиан, и который стрелял паутиной в Нимродель. Этот паук в ответ, Эгиан, хочет совершить то же самое по тебе. Он будет стрелять в тебя паутиной. Это 15. Я отклоняюсь в сторону, и паутина распластывается по ближайшему камню. Это не попадает. Чик. Опутывает эта паутина, этот камень. Ты разворачиваешься в сторону этого паука. Здесь слишком много! И ты видишь, что этот паук, негодуя от того, что у него не получилось атаковать, задевает несколько раз одну из паутин, которая находится рядом с ним.
своей вот этой вот Он зовет подмогу. лапкой. Да, он знает подмогу, черт возьми. Если этот твой ход, Эгген... О, нет, тьфу ты, тебя атаковали. Это не твой ход, это его ход, все верно. Это весь его ход. Следующий ход у паука, который атаковал Вельди. Вельди, он пытается накинуться на тебя. И он будет пытаться атаковать тебя жалом. Рукопашная атака оружием. 18 на попадание. Мгм. Он попадает. Уф, это убивает. Вельди, он начинает разбегается и, прыгая на соседнее дерево, прыгает на тебя и ударяет тебя жалом. So... Это 2 урона всего лишь. Но при этом, Вельди, кидай мне, пожалуйста, спас-бросок телосложения со сложностью 13. Так, телосложение, поехали. Вы можете оценить бороду Вельди. Это 18. Отлично, Вельди. Ты видишь, что жало ударяется тебе в бедро. Она начинает пробивать, как он давит своим телом. Он начинает пробивать это ощущением, пусть размером он собаку, но сила у него, как у вепря. Он начинает пытаться давить тебя, продавливать. Ткани разрываются, ты чувствуешь, как он начинает касаться кожи. Но просто царапает тебя, не успевая выплеснуть яд. Немрадель, твой ход. Тот паук, который плел паутину и меня, он насколько далеко? В целом, рядом Он- со мной есть противники? Он в 30 футах от вас, то есть он вдалеке. Рядом с тобой по правую сторону Эурик вместе с тем пауком верхом. Уже ты поворачиваешь голову и видишь, что Эурик уже верхом на этом пауке, который чуть больше остальных, иначе бы это было бы, ну, взрослый мужчина седлал собаку, такой бы примерно был бы вариант. Вот, поэтому он разворачивается в этот момент верхом. Ты смотришь налево, чуть позади себя, и видишь, что Вельди дерется, его повалил один из пауков и тычет в него своим жалом. Я имею в виду, что если сейчас начну движение, я никого не спровоцирую, верно? Нет, нет, они все заняты друг Прекрасно. другом. Тогда я хочу забежать за какую-нибудь корягу, за какое-нибудь дерево, для того, чтобы бонусным действием попытаться провести засаду и скрыться. Хорошо, кинь мне проверочку скрытности, пожалуйста. Поскольку мы в лесу с преимуществом, Мгм. приятно. Приятно. На кубе 17 плюс сколько-то там? 8. Это плюс 8, это 25. 25, спасибо. Мгм. Тебе это удается, ты скрываешься за таким кустом с размашистыми ветвями, который находится неподалеку. И хочу из лука выстрелить по тому пауку, который повалил Вельди. Мгм. И это 22 Ты на попадаешь. попадание. Сразу кину со скрытой, потому что у меня было преимущество от скрытности. Скрытая 9 атака. плюс 4... 13. 13. 13 Как ты это смарт-бола делаешь? за все. Пусть это не тот паук, который меня оплел паутиной, но они мне уже не нравятся. Они мне всегда не нравились. Я же их вижу чуть ли не каждый день, живя в Лихолесье, точно. Ну, в общем, я уже знаю их чуть ли не поименно. Каждую гадость. Забегая за дерево, как это делали мои предки, грациозно выпрыгиваю с луком, выпуская стрелу по направлению этого паука, попадая ему в глазницу, в одну из скольки-то там, из. сколько у него есть, 8, да? Да-да-да, их вот у него, знаешь, это как бы не единые какие-то точки, это вот такая вот сетка из глаз, как если бы ты муху рассматривала, вот это вот такие вот сетчатые какие-то
отростки. И Вельди в момент, когда жало начинает давить на себя, он пытается давить на себя телом, ты видишь взглядом своим боковым, как летит Немрадель, развивается ее коса в сторону и выстреливает свистящим звуком, протыкая прямо в глаза, которые смотрят на тебя с этим ужасающим с ужасающим предчувствием того, что может произойти. Отключая этого паука, он перестает давить на тебя, и ты спокойно скидываешь его с себя в этот момент. Имрадель, весь ли это твой ход? Я думаю, что весь. Прощай, чудовище. Я хочу только остаток перемещений, если он есть, остаться за деревом. А так, да, все. Мгм. Да. Эгиен, твой ход. Я думаю, это выглядит следующим образом, когда этот паук, скорее всего, выплевывает стрелу из своей нижней половины, нападает вниз, он прицеливается, стараясь выстрелить в Эгиен, и как раз в этот момент одновременно в одну сторону отпрыгивает Немрадель, чтобы скрыться за тем кустом, в другую сторону отпрыгивает Эгиен, которая прихватывает одновременно с этим за плечи Дрога, присаживаясь. Помоги Роханской кухне. И как раз ты оборачиваешься, видя, как Эорик седлает паука, и в полуприседе поднимает снова лук, видя, как этот паук кричит, и начинает лапками своими по паутине вот так вот делать, в попытках призвать подмогу. Нет, ты никого сюда не призовешь. И я выстреливаю в него. Хорошо, кидай на попадание. Это 20 грязная. Попадает. И это 7 урона. Хорошо, ты видишь, что ты скидываешь даже этого паука с того места, где он находился, когда он пытался, вот он ударил несколько раз по этой паутине, но в момент как раз, когда он потерял будто бы равновесие от этого удара, который он получает, он свищащим этим звуком, с криком падает вниз и, ломая несколько веток своей тушей, пропадает на какой-то момент из виду. Если это твой ход. Пойду, наверное, в сторону Роханской кухни. Хорошо. Ход Вельди. Вельди, ты освобожден, ты скидываешь с себя тушу этого паука. Ты видишь перед собой, что Эорик верхом скачет на одном из пауков, а другой в этот момент падает вниз с паутины. После выстрела Эгиен. Ну, так. И пока что к нам, не видно, чтобы приближались еще вот эти новые Пока вы пауки не где-то видите, там да. сверху. Ага. Мгм. Я вот думаю, на Эгиен, самом когда успешно- будет идти, она будет кричать на ходу, что сейчас будет подмога, отступаем. Окей. Тогда Вельди попытается сейчас рассмотреть, куда нам лучше отступать, где нету паутины. Ну, он хочет заняться подготовкой как раз к грамотному отходу. Там Мгм. расчистить Хорошо, путь, Вельди. если что. Хорошо, кинь мне проверку выживания. В этом я спец. Отлично. Мгм. Это 20 грязная. Отлично. Вельди, ты поворачиваешь голову, слыша крик Эгина «Отступаем!», ты скидываешь с себя эту тварь, она с грохотом падает. И как раз поворачиваясь в ту сторону, ты видишь снова этот камень с рунами гномими. И четко проход, который огибает это паучье гнездо, а оно широко раскидывается внутрь, оно начинает углубляться туда, в глубину. Ты Мгм. видишь, что вот по левой стороне как раз этого места, где вы находитесь, будет идеальный момент, чтобы укрыться, и там начинает сгущаться такой высокий папоротник, который скроет ваш ход. Отлично. Ну, в таком случае Вельди направит сюда, в случае чего будет щитом его как бы отбивать немного, чтобы улучшить проход. И указывает: сюда, Габадун! Отличная работа, мастер Вельди. Прекрасно, Вельди, на этом твой. Всецело стараюсь ради вас, друзья мои. Отлично. На этом твой ход завершен.
И следующий ход. У паука, на котором верхом едет Эурик. Эурик, он будет пытаться тебя скинуть. Пусть пытается. Твоя атлетика против его силы. 24. У него 19, и у него не удается тебя скинуть. Он начинает бежать вместе с тобой в сторону паутины. Он пытается. прочь, да? Он хочет унести тебя в сторону паутины, чтобы ты попал в эту паутину и запутался в ней. А такой вопрос, а сколько метров он проходит, учитывая, и что я его повалил в прошлый раз, и сейчас я на нем сижу? Сколько он сможет Ты пройти сидишь на физически? нем, он... One second, please. Да, я думаю, что это половина передвижения. И это скорость его 9 метров. То есть получается, что он может направиться в эту сторону. Он на 4 метра вперед продвигается, чувствуя сопротивление твое, но пытается тебя зацепить за паутину. Я за него совершу проверку, чтобы у него это получилось. Так. Плюс 3. 7. У него ничего не получается. Он тащит тебя вперед, но он немножко не достает до паутины, которая находится впереди него. Ты понимаешь, что он хотел сделать. Следующий ход у Дрога. Мне кричит Эген, помоги Роханской кухне, сама направляется к нему. Я смотрю на то, как его там утаскивают. И вижу Вельди. У меня 2 пути. Он справится, я бегу к Вельди. Я делаю рывок и просто... Хорошо. На этом твой ход все? Да. Ход Эурика. Он пытается нести тебя в паутину. Он пытается у меня куда-то там увести, но я не позволю ему это сделать. Я перехватываю копье 2 руками, потому что мой щит остался лежать на земле под этим пауком, когда он мне повалил. Таким образом, чтобы нанести полуторный удар. Я как следует размахиваюсь и пытаюсь вонзить ему копье с такой силой, чтобы оно, может быть, прошло через панцирь и в землю уперлось, если получится. Фу, хорошо. Совершай мне, пожалуйста, атаку. 14, может быть, не получится. Не Может, попадает. переброс использовать? У нас уже есть вдохновение, могу еще сейчас использовать его? Да, нужно. Нужно? Нужно, работаем. Ну, если у тебя в пуле, я имею в виду, вдохновение какое-то было, я про это? Я его развела, видишь? Он про общий. Я про общее. Но у меня 10 выпало, не получается ничего, у меня выпирается, походу, этот панцирь. И пункт тени. И пункт тени, да, и пункт тени получаю. 3 пункта тени у меня уже. Эври, как ты получаешь путь тени? Я взлюсь, а злость — это проявление негативной энергии человеческой души. Я пытаюсь его ударить, но копье упирается в панцирь, с таким звуком неприятно. Я просто бью, калашмачу его, да сдохни ты уже! Но ничего не получается у него. Воины подвержены всплеску агрессии, которая перекрывает их разум, и непрерывному, неостанавливаемому чувству проявленной жестокости, которая после будет его преследовать. Возможно. Ты ударяешь по этому пауку, у тебя результат. Еще раз напомни мне. Ну, самый большой 14 у меня, но это не хватает. Да не хватает. Переброс тоже тебе не хватило? 10 Нет. переброс. Блин, все. Я сфокусировалась на тень. Ты бьешь второй раз, пытаешься ударить, твое копье соскальзывает с его этого плотного панциря, на котором ты как раз сидишь сейчас верхом. На этом твой ход все. Паук, в которого стреляла Эген. В момент, когда Эорик, один из пауков, тебя тянет в паутину, из темноты, из плотного соединения паутины на тебя
выстреливает паутина, пытаясь тебя опутать. Так. Это 8. Она промахивается мимо тебя. Мимо. Налетит в твою сторону. Ты видишь ее, и она, захлопываясь, проносится буквально мимо тебя в момент, как раз когда, возможно, твое копье соскочило, и твое тело накренилось. Кинь мне проверку, спас-бросок ловкости, чтобы удержаться в седле. А я автоматически проваливаю. Я не хочу, чтобы меня дальше уносили. Я О, позволяю хорошо, ты спрыгиваешь с этого паука, хорошо. А можно, можно я сделаю спрыгиваешь, проверку, чтобы не упасть ничком? Или так нельзя? Сделай, да, Поэтому- что ты хочешь. Сделай проверку, да, чтобы не упасть ничком, все верно. 16, чтобы на ноги приземлиться. Хорошо, ты спрыгиваешь в этот момент, перекувырнувшись, скакиваешь на ноги, не падаешь ничком. Хорошо, это весь его ход. Не Мрадель, твой ход. Тот паук, которого била Эги, он еще жив, да? Который звенел по паутине, вызывал Да, своих господ. он из зарослей паутины как раз выстреливал, и ты скрылась за одним из деревьев. Кинь мне проверочку внимательности, чтобы найти его, как разведчик. Что, спрятаться успел? Нифига. Какой умный паук. Да-да-да. У них интеллект, кстати говоря. 10 суммарного. 12 у них интеллект. 10. Ты вглядываешься в меня. вот это пересечение паутины, но ты не видишь, откуда выстрел этот произошел. Ты не понимаешь, где он находится, ведь тени сгущаются. Следующий ход. Если это твой ход. А это мне стоило действия его поиски? Я думаю, что это было как бонусное. Угу, окей. Тогда я хочу... Один паук мертв, их было 3, еще один находится в зоне видимости. Да. На нем скачет Дрога, Уже нет. и ты видишь, что он прекрасно выглядит. Как будто его вообще не ранили. Дрога ни на ком не скачет, Дрога Я, знаешь, убегает. какой О, момент? тьфу, Эорик. Почему Дрога не знает? Да, нас легко Эорик перепутать, очень сбросил похоже. меня только что. Дрога верхом на Матильде, все нормально. Дрога верхом на Матильде, да. А Эорик Хобби же хорсинг. спрыгнул. Это ежик Хобби хорс. хорсинг. Как ежик на in English? Hedgehog. Хеджхок. Хобби хедшок. Ну, ежик. Хобби ежик. Ну, вы поняли, да, как плохо у меня с языками? Да. Давай, не Я Мрадель. попыталась. Что ты В делаешь? общем-то, того единственного видимого паука, так, если бонусную у меня нет, значит, чистую атаку провожу, подниму из лука. Тупо 20 на кубе. Сюда. Отлично. Полетели. Скрытый рядом все с равно ним- будет там Эорик. Да, вот я Мгм. тоже хотела сказать, рядом же с ним и Орик, получается, скрытая тоже работает. Кайфы, господа. Это 6 до Господа. 6. Я не представляю, что там за стрела. Ёпта. Это 3 стрелы Извините, одновременно, это как у перепал. Леголаса. Да, так, 7 с первых 3, Мгм. 11 плюс 7, 18 и плюс 4, Мгм. 22. 22. Как ты это делаешь? Гуси-лебеди. Они меня выбесили. Настолько, что у меня внезапно появилась 20 на кубе, которую я не видела фиг знает сколько, реально. Что ж, понимая, что тот паук, который дергал и вызывал своих, скрылся из моего вида, я думаю, ах ты ж сгадина, моими приемами против меня нельзя так, ой, нельзя. Это злит меня еще больше. И пусть я не нахожу этого паука, но его собрату достанется в 2 раза больше. А именно 2 стрелы, которые натягиваются на тетиву и отправляются четко в туловище
оставшегося в живых паука. Мгм. Ты отправляешь Я эту думаю, что на стрелу, такой урон они даже, наверное, насквозь проходят. и паук, который пытается забраться на эту паутину наверх, чтобы тоже э, э, попытаться, может быть, соединиться с остальными. Он карабкается очень быстро. Ты выводишь свой лук, выстреливаешь 2 стрелами и попадаешь. Одна стрела пробивает этого паука насквозь. И ты видишь, Немрадель, что цель, которую ты заметила случайно наверху, среди этих коконов, среди других предметов, ты видишь, что стрела твоя протыкает эту паутину, и этот предмет падает вниз. Вы... Я его запримечу, но пока суваться не стану. Есть паук в засаде, это пока опасно. Так, вы совершили ход госпожа Немрадель. Следующий ход у Эгген. Я подскакиваю к Элрику, буквально встаю спиной к нему, но так, чтобы преграждать его и паутину. Буквально своим же телом мешая ему пройти дальше в паутину, чтобы он отступал. Отступай, Мгм. безумец. А тем временем я выуживаю из поганую минорскую стрелу, вкладываю ее в лук, натягиваю и кричу на эльфийском языке. Вы знаете, что это? Вы знаете, что будет ждать первого, кто появится здесь. Трепещите или кровь Нуменора никогда не отступает. У Эгген. Кинь мне проверочку на запугивание с преимуществом. Это хорошо, что с преимуществом. Потому что у меня харизма -1. Не верим. Это 9. Мгм. Хорошо. В ответ ты слышишь какое-то шебуршание с одной и с другой стороны. Но тебе не Похожее отвечают. на смех. Да. Это весь И твой оно, ход? оно доносится отовсюду. И Эурик чувствует, как Эгген буквально спиной толкает его, чтобы тот уходил. Да, вы чувствуете, что этот звук, какой-то шуршащий звук нарастает. Звук, будто бы тетива срывается с места и снова возвращается назад. Вы понимаете, что это сейчас идеальный момент, чтобы скрыться. Я даже не буду подбирать свои стрелы. Хорошо. Жду лишь момента, когда Эорик снимется с места. Вы на данный момент выходите из инициативы. Так как противников То есть мы... перед вами нет. Здесь ты свободно. Вы действуете свободно. Спасибо, Иди. У вас есть буквально несколько мгновений на то, чтобы убраться отсюда. Прежде чем это место заполнят пауки. Я рывком побегу в обратную сторону, но еще захвачу щит с земли, который у меня валяется. Не Мгм. подскочу. Ты бежишь, наверное, проскальзывая, просто нагибаясь, хватаешь его. Отлично. И я бегу следом. Нет времени на то, чтобы собирать стрелы, они остаются. Эйген, как раз Да, когда ты насчет отбегаешь стрел согласна. с того места, где ты подбежала к Эорику и приблизилась к паутине, кинь мне, пожалуйста, проверку. Сейчас я скажу тебе какую. Скинь мне проверку, мою любимую для тебя на сегодня, на внимание. Хорошо. Пока кидает, хотела бы... Я бегу, подбираю этот предмет. И у меня бонусное действие может рывок, основное действие может рывок. Я бежу, так бежу. Очень хорошо бежу. Хорошо, хорошо. Кинь мне проверку выживания, чтобы не запутаться, нигде не задеть паутину. Эгген Здесь 18. плотная, это труднопроходимая местность. Эйген, хорошо. Так, Немрадель. Немрадель, ты видишь... Выживание тьфу, 16. 16. Отлично. Немрадель, ты бежишь вперед. Эйген, ты как раз толкая Эорика, всматриваешься в эту заросль этой паутины, и ты видишь, что там среди этой паутины
висит проща из кожаного материала. Она, запутавшись в этой паутине, висит в этом пространстве. Прямо впереди тебя. Не глядя в таком случае, просто если я ее примечаю, разглядывать потом буду, срывая ее оттуда. Ты ее спокойно вырываешь оттуда, поскольку там паутина не такая плотная, и резким этим ударом ты хватаешь ее. Нимрадель, ты подбегаешь к этому предмету. Хватая его, я думаю, что тоже не сильно разбираясь, что это такое, ты видишь, что это какой-то предмет одежды. Ну, в деталях я его посмотрю уже, как мы будем в безопасности. Да, определенно сейчас важнее бежать. Отлично. Вы бежите с этого места в сторону того направления, которое указал вам Вельди. Вы бежите прочь от этого паучьего гнезда. Вокруг вас тут и там висят сверху коконы и мешки на толстых ветвях. По валку тут и там лежат сотни белых нитевых коконов, в которых размеров высосанные досуха средних лесные звери, а в других, возможно, и другая добыча. Но у вас нет времени, чтобы смотреть. Вы бежите вперед. Солнечный свет не проникает и не освещает вам путь, а воздух неподвижен, пропитан удушливым запахом тлена, сырости, ядовитых испарений, которые проносятся мимо вас, как вы углубляетесь в чащу. Киньте мне всем, пожалуйста, проверку скрытности, чтобы скрыться от пауков. Я все еще могу сделать это с преимуществом. Подожди, с преимуществом? Всё ещё? Мастер, могу ли я Да-да-да. заявить другую проверку? Могу ли я сделать это через выживание, чтобы помочь своим союзникам найти лучший путь к отступлению, где Да, мы как раз как, сможем скрыться? Да, как проводник мудрости выживания, это лучшее решение, отлично. Мгм. Эурик, ты как дозорный, скорее всего, ты не скрываешься, ты смотришь во все глаза, Мгм. чтобы за вами не увязался хвост. Ты видишь, твой взор окидывает сознанием дела. Ты уже не первый раз в этой роли дозорного, и ты окидываешь вокруг все, чтобы не пропустить ничего. У тебя проверка внимания вместо скрытности. Что у меня за броски? Сколько У меня получилось? преимущество на скрытность 4-6, и сейчас говорил на внимание, у меня 5 на внимание. Хорошо. Что-то Welcome to the club. Эген. не везет опять. Тупо 20 Эген. плюс 6. Вся удача тебе отдал. Спасибо. Реально, вы сегодня с ним Родель отдали всю удачу Эген. Остальных на скрытность, как дела? Очко. 24. Очко, отлично. 24, Прости, Вельди. Орик, ты, видимо, за нас, да, отыгрался сейчас. Вельди, какой у тебя результат? Он вайбует. 19. Он вайбует. 19, отлично. 19. Вы 19. Отлично, вы скрываетесь впереди. Вот эти широкие лопасти папоротников. Действительно, Вельди выбрал прекрасный маршрут для отступления вашего. И Эген, ты ведешь свою группу с точностью, четкостью следопыта, Мастер, который следует... Можно я опишу, как это получается? Да. Перед нами буквально море из папоротников. С этими большими лапами, которые они раскидывают во все стороны. И я примечаю одну важную деталь среди этих папоротников, чувствуя, как сзади приближается все больше и больше паучьих лапок. Нам не скрыться от них, они гораздо быстрее. И тут я вижу, что папоротники начинают уходить вниз. И я кричу «Налево!» И бегущий впереди Вельди начинает кубарем лететь вниз по склону из папоротников. Это мягко. Эта посадка будет Скорее мягкой. дрога. Дрога. Тут дорога. За ним Вельди. За ним скатывается по-эльфийски Нимрадель. Каким-то образом, цепляясь за коряги, летит Эорик. И последняя скатывается буквально на ногах Эйген. Прекрасно. И мы буквально Это- в низину такую уходим. Это лучший способ для
Дона Дайн, следопыта, исследовать новую для себя землю. На этом мы уйдем на небольшой перерыв. Ребята, мы отдохнем 10-15 минуточек, попьем водички и вернемся к вам, чтобы продолжить эту историю. Не А переключайтесь. может быть и больше. Не переключайтесь. А может быть и больше. Ты хитрец. Заглушка пошла.
Эй, мы снова вернулись и продолжим нашу историю в тени Лихолесья. Вы, скатываясь по этому небольшому пологому склону, замираете. Звуки вновь возвращаются в это место, поскольку вы достаточно отдалились от этого удушливого присутствия чего-то опасного. Тут и там вы видите, что по деревьям сбегают черные белки. Таких белок вы в других лесах не встречали. А им здесь проще скрываться с таким окрасом. Затаившись ненадолго в этом папоротнике, который перекрывает этот мягкий склон, вы осторожно поднимаетесь на ноги и оглядываетесь вокруг. Лихолесье многие называли величайшим из лицов Северного мира, и не зря. Он не перестает удивлять своим разнообразием. Все целы. Руки-ноги на месте. Да, кажется, да, только... не привык к таким катухам. Если не считать колючки, то да, я цел. Спасибо вам, мистер Дрога, Госпожа что Демарне, помогли мне. вы как? Я видел вас за делом. Да, небольшая царапина. Не за что, это все, что я мог сделать. Там. Вспоминаю пауков. Так куда нам дальше отсюда? Сейчас посмотрим. Я действительно хочу оглядеться. Попытаться как-то сориентироваться, в какую сторону нам идти, поскольку нам пришлось немного сойти с маршрута. Да. Эген, кинь мне проверочку выживания. Это 24. Чу-чу-чу, хорошо. И также... Эорик может повторно кинуть для меня проверку внимания, чтобы оценить, удалось ли вам уйти от хвоста. 6. Эорик, ты выбираешься из этого папоротника, выплевывая изо рта просто куски вот этой листвы, которая попала тебе туда, из-за того, что ты не заметил этот спуск вниз, когда вы рухнули все вместе, кубарем полетев. Оглядываешься по сторонам С глаз и видишь, что подобрал. действительно... Грязь и налившую. Ты слышишь, как Эген слегка прыскает со смеху. И все остальные видят, что у Эорика под носом усы из мха. Что смешно? Мох зацепился за его усы родные. Репейник. Да. Я так поворачиваюсь. Что смешного? Да, тебе, в принципе, тоже идет. Я слишком сосредоточен тем, чтобы отодрать репейник с усов, чтобы следить за периметром, поэтому 6 на внимание ничего не замечаю. Я, конечно, слышала про баланс, но чтобы это было так... Баланс А усов... вот если бы вы я использовали вижу впервые. знаменитую горную мазь, то ни одна бы дрянь не прилипла к этой почти
папе. Ну, Паши тоже. Не знаю, что такое баланс усов, но я знаю, что самый лучший воск для бороды и для усов делают гномы, прошу прощения. Ген Я пойдет могу пообщается с белками. Несколько поделиться. Я такого не отказываюсь предложения. Учитывая, что мы долгое время будем двигаться по этому лесу, вполне возможно, мы еще не один такой куст встретим, так что берегите свои усы. Берегите усы с молоду. Да, только хотела сказать. Мне кажется, у всех Довольно иронично звучит, от Венти, который буквально до перерыва сидел с бородой, а теперь говорит, что усы надо беречь. Ну, как бы, Это знает не Знаешь. понаслышке. да, Как он сказал на перерыве, он ее всосал. вот и Ну, думайте. я Эгин. сам даже еще молодой, мне всего 50. Я тогда вообще ребенок, наверное, да. Действительно. Эгин, из-за своей чуткости природной, изучая новые места, ты всегда прислушиваешься к тому, какие здесь существуют правила. Ведь, войдя в чужой дом со своим уставом, это плохо закончится. Наблюдая за тем, как белки бегают по дереву, тут и там, собираем, быть может, какие-то припасы в дупло. Ты видишь, что одна из белок, сбегая, встряхивается от воды. Что где-то она недалеко, видимо, проходила через реку. Река. Это хороший знак. Ты помнишь, что по картам... Реки выводят к поселениям. Именно. И ты помнишь, что по картам при пересечении темной реки ты можешь приблизиться к предположительному месту, которое указал Ульфрик. Дом Радагаста Бурова Росгобел, сори. Она благодарно склоняется перед белками. Потирает себе носик и бежит наверх. А сама, в свою очередь, возвращается рассказать хорошие новости спутникам. Что, судя по всему, они даже немного срезали дорогу. Славно. Я, как понимаю, благодарим ваш талант следопыта. Наверное. Надо было сжечь это гнездо. Надо было. Я хотела бы, пока Эгин общалась с белками, осмотреть тот предмет, который я подобрала в паучьем логове. Да. Ты достаешь из-за пазухи то, что обнаружила. И ты выхватываешь ее из-за пояса. И, возможно, стоящий рядом с тобой Эврик обращает внимание. Ты разворачиваешь этот предмет. Немрадель, ты говорила, что ты сталкивалась с Радагастом. Именно поэтому ты понимаешь, что это та самая шапка-ушанка Радагаста. В твоих руках. Могу ли я, учитывая, что мы были в том месте, могу ли я предположить, эту шапку пауки... свойственно ли паукам оплетать шапку, найденную где-то вне их логова, или же они так делают только с предметами, которые попали в их логове?
ты понимаешь, что паутина иногда в ней может лежать просто какие-то предметы, вот безделушки, которые они собирают. И она как могла там оказаться случайно, так и... Сейчас пролаг. Так и с большей вероятностью эти пауки просто могли зацепить этот предмет, если он где-то потерялся, и собрать его у себя в гнезде. Мгм. То есть это может быть и то, и то. Хорошо, и когда Ген вернется, я хотела бы показать это всей группе. Находку. Если мы нашли шапку Радагаста в логове пауков, значит, мы должны найти его и вернуть ему эту шапку. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что пауки смогли бы погубить Радагаста. Вряд ли они смогли бы, это правда, но... М. Была бы у нас здесь ищейка, она могла бы взять след. Кто ищейка? Взгляд Нимрадель, он говорит, возможно, была бы ищейка, можно было бы взять след. А взгляд Нимрадель случайно, абсолютно случайно падает на Эгген, чисто случайно, вот случайно. Который как раз в этот момент возвращается, да. Чисто случайно. Просто я жду момента, когда у Нимрадель будет собран весь зоопарк с ее спутниками. Я имею в виду, что Дрога, Ёжик, Эгген мы только что выяснили, ищейка. Ждем, пока Вельди и Эорик проявят себя. Да, это ассоциативный ряд эльфийский, знаменитый. Да. Эгген, а ты, возвращаясь к спутникам, вспоминаешь о проще, которую ты захватила из паутины? Я тоже беру ее в руку. Ты берешь эту прощу и видишь, что она искусно исполнена. А внутри нее лежат не камни, как можно было бы подумать, не какие-то ядра, а самые настоящие желуди. Ух ты. Мистер Сунквилл, кажется, вы упоминали, что вы неплохо метаете каштаны. Да, было такое. А что случилось? Протягиваю тебе прощу. О, Тут есть только желуди, но я думаю, сойдет. я беру желуди, кладу их в другое место, наберу камней по пути. Радикальное решение. Желуди можно приготовить. А это шапка Радагаста. Да, это его. Мы находимся на пути к его хижине. Если застанем там владельца, можем вернуть. Почему-то чутье мне подсказывает, что там не будет его. Да, мне тоже так кажется. Его уже не видели какое-то время. Мы едины в этом мнении. Но все же я считаю, что он где-то прячется. Иначе бы здесь не осталось так много белок, ежиков, птиц. Пока Радагаст держит баланс, они остаются. Вот, поскольку чувствуют себя в безопасности. Иначе бы они покинули эти места. Я в детстве слышал легенды о волшебниках. Мне не кажется, что такой легендарная персона, как он, будет прятаться. Я думаю, у него есть своя миссия, которую он выполняет. И ему не нужно, чтобы всякие авантюристы мешали его деле. Показываю на шапку, которую держит Нимрадель, которую мы нашли у пауков. Ну, у него явно какое-то дело, он явно чем-то занимается. Ну, например, держит баланс.
На Эгин показываю. Например, так. Эгин, Экин просто пожмет плечами. Да. ты прислушиваешься и начинаешь делать то, что ты делаешь лучше всего. Ориентироваться по следам. Животные, которых ты упоминала, также тянутся к водоему. И обнаружить большее скопление следов не составит для тебя труда. Ты ведешь свою группу с этой небольшой, из этих небольшого этого холма и зарослей папоротника в сторону Я думаю, сгущающихся еще деревьев. ретроспективно. Мгм. Я думаю, еще ретроспективно Эген после этого их кувыркания по склону проверит состояние шкатулки, Да, которая... хорошо. Ты делаешь это скрытно от остальных? Или они видят? Я стараюсь это, да, сделать, скорее всего, невзначай, и в момент, как раз-таки в момент, когда она выискивала дорогу. Мгм. Хорошо. Ты проверяешь свою поклажу. Проверяешь сундук. Сундук, на котором эльфийскими иероглифами высечено слово «защита», которое ты видишь. Прямо повернуто на тебя стороной. Ты осматриваешь его быстрым взглядом и понимаешь, что он в порядке. Вечерняя звезда, чертоги, защита. Вновь проговаривает она полушепотом и складывает обратно. Что? Что сказала? Или мне послышалось? Старая привычка. Разговаривать самой с собой. Я долгое время проводила одна. Ну, теперь ты не одна, и можешь поговорить с нами. Пожимает плечами. На привале поговорим. Вы идете вперед. И она снова устремляется вперед, проверяя дорогу. Так же, как обычно. Туда-сюда, туда-сюда. Ты челноком двигаешься вперед. Ведь в Лихолесье паранойя и ощущение, что надолго задержаться в одном месте опасно, не отпускает любого зашедшего сюда. Чувство, будто из темноты сотни недобрых глаз следят за тобой. Ты идешь вперед и ведешь своих спутников. Постепенно выводя вас между деревьями, между кустарниками. Киньте мне проверочку все выживания, как вы идете по Лихолесью. 6! Что за прикол? Есть какая-то история? Эурик не выжил. Сколько у меня шестерок подряд было сейчас? 16. Видно, недостаточно. 16. Еще больше шестерок, да? 13. Мгм. 14. Мгм. Хорошо. Вы идете вперед. Огибая поваленные деревья. Стоящие деревья ровно, но при этом не то чтобы ровно. Ведь их закручивающиеся стволы огибают все вокруг. И в какой-то момент Эурик пропускает одну из веток. Нагибаясь над одной, сталкивается с другой головой. Эурик. Вспоминаете, да, чисто кадры, как Гэндальф в доме у Бильбо. 4 урона тебе.
Четыре! От удара. Что это за ветка такая? Если шишка была... Усы упал на затылок. Знаете, я думаю, Силой. ситуация так выглядит. Я иду за где-нибудь за Венди, скорее всего, он так плечом ветку отвозит, и я за ним. И когда он отходит, чисто кинетическая энергия от ветки накапливается, и мне по башке вот так бам! Не каждый паук делал нам так больно. Если... Слушай, если Вельди проходит, то это не по башке. Бля, О, no! Венди вперед идет, он такой, «А, слышали? Кажется, тетива. Нет, Венди, это ты мне по лбу ударил. Это всклик мистера Эурика. У Вельди нюх, лисы и ловкость какого-нибудь животного очень ловкого вспомнить. Горного козла. Горного козла. Цитату четкую не вспомнила из Лориенского леса, уж простите. Эйген, выводя свою группу, ты видишь, как впереди тебя начинает звучать река. И ее не гул, но плеск воды следует прямо перед вами, уходя в другую сторону. Нимрадель, ты понимаешь, что вы подошли к темной реке. Это не зачарованная река, но, как и любой водоем, который находится в Лихолесье, особенно в том регионе, где вы находитесь, он может быть отравлен тенью, либо другим магическим свойством, и лучше ее не переходить вброд. Эйген, как проводник, кинь любимую проверку выживания для меня, пока вы выходите да. туда. «15». 15. Вы выходите все вместе, выстраиваясь перед этой рекой. Вы сейчас находитесь на небольшом возвышении, она простирается внизу. Ты видишь эту реку, и Нимрадель, возможно, касаясь тебя рукой, обозначает для тебя, чтобы ты действовал осторожно. И ты начинаешь смотреть вдоль устья этой реки. И примечаешь вдалеке старый мост. Тебе знакомы эти воды? Да, я не то чтобы хорошо ориентируюсь здесь, но думаю, заблудиться мы не должны. Вон там есть мост. Вижу. Показываю жестом всем остальным, чтобы следовали вдоль брода. Может, мы сделаем небольшой перевал? Мастер Дрога, перевал же был совсем недавно. Что на этот раз? Во-первых, да, полник, а во-вторых, хоть и привал был недавно, но он показал то, что мы как бы немножечко не готовы к тому, что будет происходить дальше. Я уверен с этим. С чего Дайте конкретно мне мы 20 готовы? минут. Вы уверены, что Мы мы сейчас в достаточно спокойном состоянии, чтобы приготовить обед? Полник вообще. О, поверьте, этот полник вам очень сильно понравится. Я боюсь, что все-таки безопаснее будет перейти реку Ладно. и уже за рекой 20 стоять на привал. минут. А к чему такая спешка? Мистер Сунгхелл. Делайте ваше приготовление. Мы с леди Нимрадель сходим, проверим мост. И вернемся сразу же к вам. Спасибо. Я Идёт? начинаю, снимать быстро рюкзак, и слышно, как он перебирает все. Вы видите, что я где-то хочу- в 200 метрах впереди как раз этот мост находится. То есть вы будете видеть друг друга. Да, Дрога. я хочу приготовить рогоз. Окей.
do it. Just do it. So, тебе для приготовления, по-моему, ничего для этого не нужно. Ты как бы в этом деле профи. Да. Да. Ага. Ведьма трава рогоз. Нанесение мази. Будешь приготавливать мазь, верно? Нет. У меня есть другое ему применение. Я его... Поскольку уже высушенный, поскольку мы его приобрели высушенным, я его измельчу до состояния порошка. Угу. Вы видите, Хорошо. как Дрога достает ступку, начинает мельчить травы, рогоз вместе. И нам совершенно не нужно будет, но этого будет большая цена. Но, тем не менее. Ну, Элрик, подойди, пожалуйста, сюда. Давай, Может вам помочь чем-нибудь? Ты быстро передать, чем он занимается. Наклонитесь. Наклоняюсь. Я хлопаю, так сказать, доли рогоза, чтобы он его вдохнул. И теперь он будет бодрствовать до 3 дней без сна и еды. Что это за мерзость? За что вы так со мной поступаете? О, Какая поверьте, гадость. вам понравится. Это ваш полдник. Господин Вельти, вдыхайте. Хорошо. Тем временем Немрадель и Эйген. Вы следуете вперед вдоль этой реки. В нескольких местах вам приходилось преодолевать препятствия, где склон, по которому вы идете, начинает образовывать насыпи. Вам приходится перепрыгивать, цепляясь за длинные корни выступающих деревьев. В конце концов, вы приближаетесь к мосту. И Немрадель отличает, говоря Эйген, что это старый гномий мост. Из крепкого камня. Это говорит с разочарованием. С крепкого камня, поросший мхом, такой зеленый мост, сливающийся с ландшафтом. Поросший мхом, наверное, с остатками дворфийской гномьей лепнины. Блин, я думала, ты скажешь с этими гномий изображениями народ. молотов. Ну, я думаю, да, там лица такие гномьи. Они всегда строят такие брутальные мосты. Главное, что там, Да. чтобы там не было настоящего. В этом есть свое преимущество. Гномьи постройки достаточно надежны. Значит, мы сможем перейти безопасно. Да, должно быть именно так. Я хотела бы наступить на мост с целью проверки его. Мгм. Ты наступаешь на один из камней, на один ногой так чуть вперед ее вытянув, и на второй. Ты понимаешь, что он устойчив, что он не выглядит так, что он разрушится от того, что вы зайдете на него. Что ж, думаю, что если мастер Дрога закончил, то можем пройти здесь. Это всегда великая тайна, что он собирается делать. Пока мы находимся вдали от остальных. Что ты видела в своем сне? В котором была я? Почти не помню снов. Это... Я понимаю о том, что кто-то был в моем сне или что-то было в моем сне, когда это уже происходит. Знаки судьбы. Это похоже на В какой-то ощущение, степени. как будто бы это со мной уже случалось. В какой-то степени я могла бы и позавидовать. Я бы тоже хотела не помнить своих снов. Они вас пугают? Иногда я могу видеть глаз темного повелителя.
А в такие моменты это не значит, что и он вас видит? Ощущается это ровно так. Должно быть, это и правда пугает и неприятно. Как будто он всегда знает, где я нахожусь. Словно то самое проклятие. Это метка, которая осталась в моем черепе. Вечно меня преследует. И все-таки мы вновь справились с угрозой, и я думаю, что стоит не терять оптимизма. Нет, я не теряю. И это и есть та самая причина, по которой я иду к твоему королю. Я поворачиваю свою поклажу, достаю оттуда шкатулку. В случае, если я погибну, ты на своих землях. Твоей миссией будет доставить это. Я не знаю, что там. Здесь написано «Вечерняя звезда», «Чертоги» и «Защита». Здесь магические охранные знаки, созданные твоим народом. Оно не должно раскрыться до конца пути и должно достигнуть короля Трандуила в сохранности. Я обещала Биорну, обещала Гэндальфу, что исполню свое предназначение и дойду этот путь до конца. И я слово сдержу, даже если погибну сама. Вы знакомы с Митрандиром? Да, При каких обстоятельствах? он нашел меня. Нашел меня сам. Хотя выглядело это, как будто я наткнулась на него случайно. В свой самый темный час. Израненная и больная, потерявшая надежду. Последнюю ее искру. Он был тем, кто вывел меня обратно на свет. И рассказал, как успокаивать душу. С тех пор мы с ним время от времени пересекаемся на дороге. Узнаем последние новости. И всегда рады встрече. Должно быть, ваш жизненный путь очень важен для мира. Эти знаки, которые я вижу в вашей истории, мне честь. Я думаю, что для меня большая честь быть с вами в одном отряде. И если повезет, быть может, я стану даже свидетельницей того, что случится. Так же, как и для меня честь быть частью отряда с тобой, мастером Вельди, королевичем и неподражаемым господином Дрога. Я перевожу взгляд на шкатулку. Признаться, первый импульс моей деятельности был проверить безопасность содержимого для моего короля. Но надеюсь, что это не требуется. Я не думаю, что Биорн желал бы зла твоему королю. Иногда тени завладевают разумом. Даже тех, кого мы хорошо знаем. Даже если так, мы будем подле него. Спасибо за доверие. Я выполню эту просьбу
если потребуется, хотя надеюсь, что этого не случится. Склоняется. И по-эльфийски говорит: благодарю. Думаю, после этого мы возвращаемся к группе. Да, вы возвращаетесь к Дрого, Вельзе и Эурику. Что они видят? Эта троица сидят, у них под носом какой-то порошок белый. Или какого цвета там у тебя этот? Зеленый. Зеленый порошок, и мы очень активные. Не, я тебе говорю, эта вещь какая-то стрёмная. Это что, Рагос? Именно он поможет нам чувствовать себя намного лучше и обходиться без большого количества Я привалов и знаю, быть готовым. Что еще поможет нам? А знаете, что еще лучше? У нас как раз таки вот настоялся. Нет, не прошло. Подождите, не надо. Стойте. Рано еще. Нам не надо. Госпожа Немрадель, пришли с Эген. Вот, я вам оставил. Нюхайте. Срочно. Его рука немножко подергивается, так как он сам подергивается, стоя на месте. Это Рагос. Рагос. Что ж. Это поможет нам сократить маршрут. Да. И она... Благослови нас, Валар. Надеюсь, это не влияние тени заставило вас создать это. Нет, у этого будет своя цена, мы будем очень уставшие после 3 дней, но зато мы доберемся очень быстро. Ты понимаешь, что Дрого начал тараторить быстрее обычного. Да, он прям типа... Я бы, Мы на счетчике наверное, теперь, мы хотела на таймере. отказаться, если вы позволите. Я Нет, он хлопает у предпочту... тебя перед лицом этой штукой. Так же, как с Эуриком. Да. А можно ли это считать, злодеянием? Я извиняюсь. Считаешь ли то, что медики совершают злодеяние, когда вводят тебе шприцом лекарства? Скажи мне, пожалуйста. Ну, это именно что лекарство я ли? хотела отказаться. Лекарство ли это, да, вот именно, что потом мы будем уставшие. Это лекарство. 3 дня мы будем вообще бодрячком. Ой, блин. Да-да-да-да. А если 3 дня Эген, будем убежать? Даешься ли ты? Эгин, даешься ли ты Дрого? Эген нюхает. Немрадель нет. Эген доверяет Да. Дрогу. Ага. Хорошо. Вырванное из контекста звучало прекрасно. Эурик? Так меня не спрашивали уже, все. Я уже уже ему что-то дал говорил. попробовать. Ты что-то говорил. Я Он уже говорил, ранен in а the дойдем ли 90s. мы за 3 дня? Что если мы за 3 дня не дойдем, что будет? Вот-вот, об Убежишь. этом я и хотела сказать. Если мы не дойдем А за 3 дня, у зависимости нас от есть того, Ацелос. куда. Да. На данный момент вы прошли по лесам, я вам так скажу, от дома Биорна порядка... вы сделали привал. Порядка 40 километров по лесу Ух, ничего себе. бахнули. Уже. Степень утомления ждала вас за углом буквально, поэтому Дрого очень вовремя придумал этот трюк с Рагозом. Вы видите, что день уже перевалил переваливает к сумеркам. Вот-вот они начнутся. Вы довольно большие расстояния преодолели. Это все прекрасно, но ночной переход все так же будет сопряжен с очень высокой опасностью. Как вы так можете быстро разговаривать? Пауки не были, да? Я смотрю, очень высокой опасностью. Нам в любом случае ждет очень высокая опасность. А таким образом мы будем готовы к ней даже ночью.
Я бы и так была готова к этой опасности даже ночью. Не сочтите за грубость, но, пожалуйста, больше не делайте так без моего согласия. Теперь-то ты чувствуешь себя лучше? Я не уверена, зная, что за это потом будет усталость. У нас есть Ацелос. Я ее быстро, так сказать, верну вас в строй, в любом случае. Простите мне мое невежество, но я понятия не имею, что делает Ацелос. О, это довольно хорошая трава. И он начинает лекцию. А Брюнканина вызывает? Ацелос — это королевский лист Немрадель. Он восстанавливает здоровье. И эльфы знают, что это не сорняк, как думают просто обычные люди, а это растение с множеством полезных свойств, которому почти забыли к концу Третьей эпохи. И изредка Это то, что встречаются было в места, фильме. где когда-то жили люди Запада, которые завезли его в Средиземье давным-давно. Он издает приятный аромат, похожий на запах фруктовых садов или согретых солнцем летних полей вереска. Я беру книгу и говорю: бабушка ничего плохого, прабабушка ничего плохого не напишет. Ну, если твоя прабабушка также проходила под действием Рогоза И 3 дня без отдыха, я думаю, проходила, учитывая, откуда бы она это знала. И он берет и зачитывает прям буквально свойства из этого рецепта. Несмотря на то, что они на самом деле записаны на эльфийском. Вы встаете с вашего небольшого места привала. Благословенная женщина. Говоря Беру Матиасу. сковородку. Да. Вы следуете за Эйген и Немрадель по проверенной дорожке в сторону этого гномиевого моста. Бельди, ты видишь, что действительно это работа гномов, как только подходишь к нему и замечаешь символы, которые обычно высекаются из камней твоим народом. Крепкий, хорошо сколоченный мост, сложенный из камней, поросший мхом. И когда вы начинаете по нему переходить, с небольшой опаской, но понимая, что он стоит крепко, Эйген и Немрадель, которые идут впереди, киньте мне проверку на внимательность. Вельди тоже может, так как изучает мост. Окей. 16. Тупо 1, но плюс 6. Мгм. Да камон. Вельди. 15. Вельди и Эйген. Вы идете по правой стороне моста. И поскольку он порос действительно этим зеленым, таким тонким мхом, который после ваших шагов даже видны следы, поскольку он как тина, такой, как ил, который может собираться у водоемов. И вы видите, что здесь, на правой стороне моста, следы от ударов мечами, либо какими-то лезвиями. Глубокие прорези остались на этих камнях, тут и там, на поверхности, по правой стороне этого моста. И вот эта зелень как раз расступилась от удара нанесенного, и его четко видно, когда вы проходите. Здесь была битва. Учитывая, что вы бывалые Видно ли воины, следы крови? несколько Видно ли следы человек. крови? Следов крови так сложно разглядеть. Здесь вроде не было ее пролито.
Но то, что удары были совершены, это точно. Они вроде бы и не достигли цели. А можно ли понять, между кем и кем была битва? Сложно понять, поскольку это просто, как бравые воины, многие из вас, вы понимаете, что это просто удар клинком, удар режущим предметом. Это мог быть топор, это мог быть клинок. Но то, что здесь была битва между несколькими существами, это точно. Столкновение, как минимум. Мгм. Есть ли следы, там, не знаю, магии, ну, в смысле, заклинаний или... Это маловероятно, зато вот следы ног при битве вполне себе могут быть хаотичные и явными. Эйген, попробуешь ли ты использовать свою способность? Можешь ли ты следовать по следу, Я могу что-то ее такое? использовать. Я могу. У меня есть преимущество на выживание при выслеживании кого-либо. Мгм. Вот, жизнь в глуши. Если ты про это, то да, я это буду использовать. Да. Если ты про шепот земли, то мне нужен длительный отдых совершить. Нет, это да. Здесь требуется длительный отдых. Наверное, можно попробовать жизнь в глуши. Если про... Да, я попробую. Мгм. Но кубы сказали нет. Это 12. Могу ли Хорошо, в таком как шпион. случае я Не Мрадель может сделать. залутать? М, Ага, что мне нужно? Я хотела назвать способность, но, видимо, у тебя есть другое предложение. А способность какая у тебя? Которая называется «Говорящая». Это эльфийская. Мгм. Сейчас я ее пролинкую в наш чат. Мне не показывает у тебя в этом в чарнике. Из-за того, что Она, его я скажу сохранила. тебе сейчас. Мгм. Но она в разделе способности, да. Может быть такое. Ага. Мгм. Мгм. Да, Опиши, как ты да, используешь Эгман, да. эту способность. Она очень мемная. Пиши, как ты используешь. Видя, что здесь было сражение, меня явно интересует, меня искренне, да, интересует, что здесь происходило. Я думаю, что это может быть важно для нашего похода. И я, наверное, я действительно хочу прислушаться к камням. Надеюсь, что они ворчат от того, что на них находится какой-то след, может быть, брызги крови, может быть, они ворчат. Ох уж эти человеки, которые дрались, дурацкие человеки, там, не знаю, что-нибудь в этом духе. Хорошо, кинь мне проверочку расследования тогда. Мгм. Ну, мои кубы тоже говорят, что не сегодня, это 4 плюс... Где расследование? Плюс 3, 7. 7. И, Мрадель, ты начинаешь ходить по этому пространству, касаясь этих прорезов, подходя ближе к Вельде, к Эйген, которые стоят и рассматривают их. Ты пытаешься связаться с ним, как будто бы понять, о чем они могли бы тебе шептать. Слышать голоса, которые здесь звучали, но в этот раз камень тебе не отвечает, возможно, потому что он понимает гномий язык. Остальным сложно понять, что бы это могло быть. Просто вы понимаете, что здесь было столкновение. Ну, наверное, после того, как остальные несколько смотрелись, Вельди по большей части осматривается, потому что ему интересно, ну, ему если ставить, что на этом интересно, так должна быть силой, должен быть носить
Да, поэтому вкладывается именно в сами вот эти сколы. То есть года примерно, полвека примерно, это классно. Ты понимаешь, что эта кладка была устлана здесь твоими собратьями где-нибудь во вторую эпоху. Очень давно. Эорик. Вы меня, конечно, извините, а долго мы будем на камне пялиться? Мы на счетчике стоим, на таймере, нам вот чуть-чуть время подойдет. И ночь опустится. 3 Верно, дня. нам нужно найти укрытие. Вы спускаетесь с этого моста, и темная река плещется позади вас, оставаясь там. Преодолевая большие расстояния, деревья, холмистая местность, помогая друг другу, подавая друг другу руку. Сейчас, чувствуя, что у вас прилив энергии, действительно как второе дыхание дает вам этот эффект от порошка дрога. И вы идете, преисполнившись, быстро спускаясь, отходя от реки и двигаясь по лесу, который приветственно расступается перед вами. Покинув труднопроходимую местность, вы вошли в местность, которая более расположена к тому, чтобы ее преодолевали путники. Здесь чуть больше воздуха. И с каждым новым шагом Эйген ощущает, что, кажется, такое ощущение появляется, когда приближаешься к местам, нетронутым тенями. Дом Радагаста Бурова называется Розгабел. В переводе с Синдарина означая «бурая изгородь». И это именно то, что встречает вас первым. Чистокол обители мага, высокой густой изгородью переплетенных колючих кустарников, астролиста и дикого шиповника. На первый взгляд кажется непроходимой, но вы видите, как дикие звери и птицы без труда шныряют сквозь нее. Эйген, ты готова поклясться, что именно те ежики, которых вы встретили тогда на дороге, преодолевают сейчас пространство этой бурой изгороди. Это удивительное уединенное место на опушке значительно отличается от мрачной чащи, отправленной тенью, с которой вы вышли. Что вы будете делать, как вы попробуете проникнуть внутрь? Попробую поискать вход Ага. среди этого чистокола. Эйген, кинь мне проверку вниманием. Я бы тоже хотела присоединиться к осмотру, но моя цель скорее убедиться в том, что здесь нет рядом каких-то опасных существ. Мгм. Разведчик, выживание. Вот как калитку найти в заборе, так это да, так это вот 25. Ну, что по силам, то по силам, понимаешь? Да. Немродель Да. выживание. Мне не по силам, у меня 2 на кубе, и выживание у меня, по-моему, 2 или 3. 2. 4 в сумме. Немродель, ты осматриваешься вокруг. Как неожиданно на тебя вылетает ухо. Большой коричневый филин. Просто как будто бы поворачивая голову, он буквально практически сейчас врежется в тебя. Но он совершает крутой пике и взлетает наверх, пересекая эту изгородь и скрываясь там. Рядом с тобой в этот момент шел Эорик, увидев это. Я поправляю волосы от столкновения да, с собой, с филином.
Эгин, ты находишь проход. Как ты слышала, что врата Мории, запечатанные эльфийским заклинанием, которым нужно сказать «друг» и войти, у тебя ощущение, будто обойдя с правильной стороны этот бурелом, он тебе расступается навстречу. Будто бы такая расщелина появляется для того, чтобы вы бочком могли пройти внутрь. Я нахожу проход, следуя за ежиками. И глядя, как проходят ежики, я также склоняюсь, иду за ними следом, и проход открывается. Как так и Дрога обогнал Эгген и зашел уже внутрь, я не поняла. Мне кажется, Это не надо, надоест. знаешь, колонна Мне ежиков, это не типа, надоест. два ежика впереди, Дрога и два ежика сзади. Это так и есть. Дрога действительно не замечает, как вокруг много него ёжиков. появляется множество животных. Вы заходите следом за Эгген и видите, что здесь, как место притяжения этих животных, пасутся пара оленей. Тут и там снуют черные мелки и другие существа, чувствующие себя в безопасности рядом с домом Радагаста. Вельди. Это же настоящий дворец животных. И мы с аналогией лапа. Такие еще не созданы. Да. Вы видите перед собой в центре. Да, не броды. Вот бы еще эти животные видели, куда летят, и не сталкивались со случайными путниками. Или это было не случайно? Эгген забирается на этот пригорок, так, чтобы был обзор на дом. И громко, проговаривая каждую букву, скажет: «Радагаст Бурый, мы пришли сюда с мирными намерениями. Примешь ли ты гостей в своем доме?» Ты задаешь этот вопрос, но на него лишь животные оборачиваются в твою сторону, которые стояли там, занимались своими делами. Кто-то пил из небольшого ручейка, кто-то грыз какие-то орешки. Все они резко оборачиваются на тебя и смотрят. После чего через мгновение разбегаются кто куда, освобождая эту поляну. В центре вы видите небольшую, брошенную в землю хижину, похожую на огромный лесной шалаш, крыша которого покрыта толстым слоем зеленого мха, дерна и сухих листьев. Из-за этого дом идеально замаскирован. Вокруг тоже его окружают деревья, лихолесье. Сверху его можно принять за обычный лесной холм. Но хозяин не отвечает тебе, Эгин. Видимо, его нет дома. Что ж, я думаю, мы принесем ему свои извинения, если он будет против. Идем. Обязательно принесем. И, скорее всего, действительно он куда-то отправился. Мы... Мы принесли ему вообще шапку. здесь можно как-то определить? Да. Можно ли как-то попробовать определить, как давно он ушел? Возможно, ну, он же, у него же должен быть камин. Печка, не знаю. Не зайдя в дом, не узнаем, мастер Вельди. Да, ну как-то неудобно все равно. Вот, это как-то... Ну, оставайтесь тогда снаружи. Ну я не да. знаю, что- Ладно.
Ну, Эорик, просто способность выдавать базу или что происходит? Это его расовое. Друзья мои, киньте мне, пожалуйста, дозорный наш. Дозорный наш — это Эорик, я правильно помню? Я помощник, но я И могу Вельди. придумать, да. Хорошо. А кто еще у нас дозорный? Это Вельди, наверное, Вельди. да? Раз ты Да. помощник. Да вы если вдвоем правильно киньте мне помню, проверочку. вроде бы да. Мгм. Да, все правильно. Киньте мне проверочку. Сейчас я скажу чего. Это будет восприятие... Мудрость восприятия. Внимание. Между прочим, у меня Мгм. 18. А, вы... Сколько у тебя? У меня 12. Хорошо. Вы подходите к его дому. И сразу же чувствуете, как здесь вас окатывает будто бы как в оазисе света. Уже Мастер. закат. А не считается ли это прибытием? Мгм. Это считается прибытием. Магия Радагаста, Истори, удерживает тень Долгулдура, которая оставляет свой шрам на Лихолесье на расстоянии. В радиусе нескольких сотен метров вокруг розга бела воздух кажется вам чище. Паутина не приживается на деревьях, а гнетущий страх Лихолесья отступает. Эйген, соверши для меня, пожалуйста, проверку окончания пути. Плюс 12 1. плюс мудрость. Да. Плюс 1, понял. Мгм. Плюс 1 за вот за ваш предыдущую проверку. Она прибавляется к окончанию пути. А сейчас у вас было бы из-за труднопроходимой местности и суровой минус 1 к броску. То есть оно коррелируется. Ты делаешь бросок К8, К8. Мгм. учитывая бонус плюс 1. 7. Мгм. Вы прибываете на место и оказываетесь в убежище в доме Радагаста. И это ощущение того, что здесь тьма отступила, а свет главенствует. Вы понимаете, что это одно из немногих убежищ на территории Лихолесья, в котором вам посчастливилось сегодня оказаться. У вас отличное настроение. Из воспоминаний сегодняшнего дня, сегодняшнего путешествия останутся с вами надолго. Этот задор передается вам всем. И вы получаете преимущество ко всем проверкам, связанным с социальным взаимодействием, на следующую сессию. Этот бонус также Ничего себе. применяется, если по прибытии вы захотите договориться об аудиенции. Бонус сохраняется до первого провала такой проверки. Ух. До первого провала у всей группы или у каждого свой провал должен быть? Проверка аудиенции совершается одним из игроков, которых выбирает герой, выбирает одного из героев, который совершает эту проверку. Понял. Сильно. Я скорее имею в виду преимущество на социальной проверке до первого провала. Там один на всю группу считается провал? Или у Да. каждого должен быть по провалу? Один Пропал у каждого. первый провал. Мгм. Первый провал за всю Мгм. группу. Все, вот это я хотел Да. уточнить.
Отлично. Вы на этом завершайте сегодняшний путь. И вокруг, окруженные животными, в этом организованном хаосе обители зверей, трав и уюта, которого не ожидаешь встретить в Лихолесье, мы завершаем сегодняшнюю игру. Я вас поздравляю с прибытием в убежище Дом Радагаста, одно из немногих мест в Лихолесье безопасных. Мы отойдем ли на 5-минутный перерыв? Нужно ли нам передохнуть? Чуть-чуть, да. И вернемся для того, чтобы обсудить сегодняшнюю сессию и зачитать донаты. Не переключайтесь.
Эй! Всем привет, кто досмотрел до этого момента. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами до самого конца. Мы сейчас зачитаем донатики, но прежде всего поблагодарим наших акционеров, тех, кто поддерживает нас на Бусти и Patreon, легендарный Балхорн, Рушан Алимов, Никита Пруцкой и Глеб МП3. Лучшие. Нимрадель, Натали, зачитай, пожалуйста, нам донатики на сегодня. Да-да, было такое, было. Донат был от Балхорна, прошу прощения, я вспомнила, я себя сама поправлю. Для Вельди на починку подзорной трубы новые рецепты для самогонного аппарата. Спасибо. 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 Thank you. Это все на сегодня, я полагаю, да? Да-да-да. Есть, спасибо большое. Мы сегодня расскажем по традиции наши впечатления сегодняшней игры. И я передам леголюдку говорения в сторону Вельзи, чтобы отпустить его пораньше, отдыхать, как это обычно у нас бывает. Вельзи, держи леголюдку. Прям стоять на месте, Спасибо. все делают ставки. Да. Так, Это И Так, светильник. Это борода. Заряд. Материнская плата говорения была. Ящик пипсов. очень тяжелое. Это пресс-папье. Пресс-папье. Там что-то, я что-то увидел. Давай, говори, мы уже Ну, всё покажи ошиблись. уже. Здесь это не просто... Это... Как это сказать? Я здесь держу целое наследие. Крайне тяжелое, крайне великое. Это Что это? Это секрет, минералы какие-то? хранимый шаманами. Это... Юла. О, Юла. Нихуя себе. оно здесь... Он держал в руках Юлу. Юла говорение. Я Ой, ощущала, хорошо. ты так это Классная. держал. Актерский, я ощущала, что ты это тяжелое что-то. Я думала, что это какой-то тубус, которым у тебя камни. Пожарная Минерал. юла. Вау. Смотрите В общем-то, Азарт Край теней, если не смотрели на нашем канале. Это были Так, прекрасные впечатления. Да. В общем-то, сегодня такая одновременно и страшная, и вайбовая сессия получилась, потому что мы встретились действительно с еще одной крайне знаковой и опасной угрозой в Лихолесе. Нужно ее обойти. Увидели новые прекрасные здесь. Ну, как он еще раз? Раго? Или нет? Кого мы там Ацелос. собрали-то? Ацелос. Вот Ацелос, да. Ну, Ацелос. я понимаю, что он относительно редкое растение, несмотря на то, что его путают с чем-то обыденным. Ну, цена у него, конечно, на вес золота. А Да, так он сорняк. да, его люди считают сорняком, при этом чуть ли не кормят им свиней, при этом это очень редкий, очень классный Ну да, это прям забавно. реликт, можно сказать, на земле Средиземья, привезенный из Запада. Ну да. Мы наконец-таки нашли режиссера, по которому мы найдем еще много чего интересного. Может, это супер знаковое место. И очень интересные затравочки. Что же это за бой был? То есть, куда отправился Радагаст, где мы будем искать этих или людей, быть может, или может быть здесь какие-то темные силы сражались, о которых мы не знаем. Но, в общем-то, ждем. Подождите, это нам получается, Кать, это ты, получается, нам уже
очень большой клиффхенгер сделала на сколько месяцев? На сколько? Еще нет. Не, Ещё ну, 24-го нет. же игра будет. Будет игра. 24-го будем будет. играть финальную игру в этом сезоне, но не в нашем приключении. Все хорошо, хорошо. Ага. Так что да, на этом, я думаю, все. Так что кто Спасибо, Саша. следующий попробует взять сюда, вот даже здесь Кому написано передашь? Юла. Юла. Ела. Так что да. Передавай. Я думаю, что Наташа. Держите. Натали. Вспомнила. Я пыталась вспомнить, что я хотела сегодня на говорение. Хорошо. Что ж, у меня сегодня все просто. Это кулон с тем самым листом. Лоринский лист. Вот это Вау. в виде этого броши. Это слово я пыталась вспомнить. Что ж, классная сессия. Да в целом в этой компании не было не классных сессий, поэтому и мне здесь уже даже неловко и неудобно повторять одно и то же несколько раз типа подряд. Вот, и блин, правда, мне становится все сложнее и сложнее находить слова, которых я еще не говорила, которые описывали бы мое восхищение, в целом мое ощущение внутри этой сессии, потому что все стабильно хорошо. Вот просто все стабильно хорошо. Конечно, бывают какие-то прям, ну знаешь, ошибки просто потому, что мы люди, да, вот это вот то, что там паутина наложила паралич, ну это просто потому, что мы люди. Естественно, у всех что-то случается, это абсолютно нормальная штука. Вот, типа вообще ноль претензий в этом смысле. Вот. Да, все нормально. Проблема инглиш-спикинга у меня случился, потому что я в оригинале поставила и просто перепутала местами. У меня написано укус, а при этом там описание на паутину, и я такая... А почему? Вот, ну, ничего бывает. Почему паутина парализует? Я в этом моменте об этом задумалась, но такая, ну ладно, видимо, ну так работает. Вот, а потом, когда ты сказала, я так, ну логично, теперь что стало понятно. Ну, в общем, да, опять же, все мы люди, и, ну, затупы случаются, это нормально. Но то, что кубы в очередной раз делают нас калеками. Случается, да-да-да, случается, вообще абсолютно нормально. Мне сегодня было тяжело из-за жары, вообще ненавижу жару, ненавижу сидеть в жару, в парике, пусть в тонкой, но это anyway, кофта с длинным рукавом, да, она тонкая, она не то чтобы греет, но это кофта с длинным рукавом. Я еще, мне сегодня специально, ну как, к сегодняшнему стриму мне пришла наконец-то накидка, вот в которой я сегодня сидела, и она Очень тоже крутая греет. вообще. Спасибо тебе. Очень крутой образ. Наконец-то он Спасибо. зафиналился у нас. Да, Полностью. да. Да, как она долго шла, эта накидка, это просто ужас. Ну вот, еще и в ушах, и во всем этом, я думаю, Ой. сейчас я откисну. Вот. Тут еще и кот параллельно носится, кусается, и вообще было моментами, было тяжело, да, держать нить повествования, и не отрубиться где-то. Именно вниманием я имею в виду. Вот. Сегодня я хочу сказать, что мне кажется, стоит подмечать такие вещи, что, мне кажется, в первой сессии я просто это не обратила внимания, но во всех последующих вы замечаете, что есть хайлайты в виде того, как Катя отыгрывает животных. Сегодня была вот птичка, вот эта вот, которая прилетела к ним родами, вот эта вот, которая спинку клювиком. Я ее запомнила, какая она, это тоже милашечная получилась, вот. Я считаю, что теперь надо прям это записывать, клепать, не знаю, как-то, в общем-то, выделить. В каждой сессии есть вот этот вот хайлайт животного, который произошел. Это вообще... Самое смешное, хайлайт животного был на сессии, где она порычала за Варга. Да, тоже прикольно. Да, тоже прикольно. Такой, Да. В общем, надо это как-то вот нарезать, сохранять. Это вообще просто синема. Что-то еще хотела выделить.
Сегодня еще белки были. Сегодня еще белки были. Ну, белки, они ничего не говорили толком. Вот, поэтому их сложно выделить хайлайтом. Вот хотела сказать, что мне все еще тяжело, простите меня, в бою ориентироваться в пространстве, кто там, где там, я буду переспрашивать. Вот, простите Всё меня нормально. за это. Я хотела сказать, вспомнила про кубы, которые делают херню. И меня так веселит, что мой персонаж в любой ситуации, кроме боевой, практически в большинстве случаев, практически с 65, по-моему, процентной вероятностью, я высчитывала, делает херню какую-то, но в бою не было еще ни одного боя, к которому у меня не случилось кри 20. Я просто, я веду отчет, и я это все фиксирую. У меня есть табличка со статистикой. Это какой-то вообще кек глобальный. Но, с другой стороны, Нимрадель мне такой и задумывалась. И спасибо мастеру, благодаря чему я сегодня смогла косвенно, пусть не совсем в полноте, но показать комнату Нимрадель. И пусть я описывала ее как комнату, по которой ничего невозможно понять, но даже это ведь показывает некоторые вещи характера, некоторые вещи понимания. Да. Вот. Это вот такие вот детали, которые понемногу помогают сложить образ Нимрадели, почему она так себя ведет, потому что были вопросы к ее поведению. Вот. И я надеюсь, что сегодня стало хотя бы чуть-чуть понятнее. И кубы в этом смысле мне на самом деле помогают. Пусть и вставляют палки в колеса, но помогают. Что я имела в Они виду, всегда в думайте сами. повествовании работают в плюс. Да, Абсолютно верно. да, это правда. Вот. Что ж, ладно, не буду заговариваться. Спасибо еще раз за сессию. Мне все еще продолжает нравиться, как у нас происходит динамика внутри пачки, как вот тоже. Мне кажется, я на месте Нимрадель просто помешанная какая-то на животных эльфийка, реально дрога ежик. Ген у нас сегодня я ее, по крайней мере, Ищейка. обозвала ищейкой, да. И у Кати я подмечаю хайлайты животных. Ну вот я жду, когда можно будет сделать что-то с Вельди и Ориком. Ой, прости, пожалуйста, я коверкаю имя, я понимаю, Сора. Я стараться. Это эльфийский акцент. Вот. Просто думайте, это эльфийский акцент. Вот. Что, передаю тогда лист говорения Дрогу, у которого тоже такой же лист говорения. Да, мне Лоринский его не лист возьмут, полетел спасибо в кусу. тебе. Да, в кусу полетел. Я беру тоже тяжелый предмет говорения. Это клавиатура говорения, чего бы это ни значило. Все, Он и здесь её все, минус Сережа, несите нового. Потому что теперь я официально на них поехал. Поэтому, одна лежит вон она, вторая вот в руках. Потому Вон что она. на стрим я беру маленькую. Да, чтобы было больше места, где куда кидать кубы, потому что это побольше. Вот, собственно, я продолжаю наслаждаться, поскольку уже все сказали, что классная игра, поэтому не буду говорить об этом по умолчанию. Я продолжаю наслаждаться тем, как у нас идут у персонажей эти различия. То есть Нимрадель с Эгген снова разгоняют какую-то неистовую, глубину лора, и тем временем Дрога, Эльди и Эорик. Что ж, ребята, вчера мы бухали, сегодня мы нюхаем. На всякий случай, участники... Осуждаем, да. Мы нюхали Рогоз. Это игровая Там, механика, там буквально Поставьте, написано. пожалуйста, на монтаже там кваканье Да, лягухи и на моменте. надпись, да. Вот, собственно, да, это такой рофл, просто мне нравится, они там ушли, заболтались, ты должна выполнить эту миссию, если я умру, тем временем ребята... Дороги. Просто я когда опять осознал этот просто контраст, меня такие ха-ха подэтовал, но теперь зато мы на спидах. Вот, теперь мы будем быстро все это делать. Вот, так сказать, все будет хорошо. Теперь нам даже не нужно отдыхать, не нужно есть, но потом нам пипец. Потому что 2 степени усталости нам назначатся после этого.
Но ничего, у нас есть 3 листка Ацелоса, а это значит, что я 12 раз могу его использовать. 8 листков Ацелоса. 8 листков, 16, подожди, стой, не 16, 8, 32 раза могу его использовать. Так что, Он снимает эти утомления? да. А, все, тогда без Б. И он лечит здоровье. Насчет утомления, Он лечит кстати, я вам здоровье? наврала. Да. Он лечит здоровье, он не снимает Я утомление. не наврала. Ты не наврала. И секундочку зачитываю. Сожженная в пепел, а затем заваренная в кипятке, эта трава выделяет пар. Вдыхая, все еще вдыхая, который можно снизить 1 степень утомления количеству существ равному уровню ученого. Я могу это Потому что делать. я смотрю могу в инвентаре, и у меня тут по-другому написано. Написано, что из мази Ацелос немедленно восстанавливается персонажу 1К4 плюс 1 пункта здоровья. Ты вот. А у тебя, видимо, это Чувствую себя в другом. Да, это у Классно, меня я в подумала. умении, Да, из-за класса, в да. умении целебные травы мои. Вот. Все. И Рогоса Учёный. тоже, я тоже вот эту кучку. Раз, Да, два, я хую горченый. Вот. Продолжая, так сказать, сессию, да, она мне понравилась. Боевка с пауками была очень нервной. С точки зрения, когда мы узнали, что паралич на 1 день, мы такие... Белл, что мы собираемся делать? Да-да-да. И там еще агент такая, паучий щавель. Я. Где? У нас его нет. Нам Точно! только его описали. Ради! Да. Вот. Но слава богу, что у меня есть руки целителя, они вообще офигенные. Одно умение, а столько способов его применить. Вот. Поэтому я был очень-очень счастлив в этом плане. Но потом оказалось, что нет, что это не паралич. Я такой, ладно, что ж. Ну, так Жаль. сказать, всякое случается. Да. Будем считать, что паучий щавель — это кодовое слово. Учитывая, что эти пауки Паучий понимали нашу речь. Да. Да. Они не знают, Да. что А тут сковородку они понятия не зовут имеют, Владимир, что такое. если что. Да, и не знают, что такое паучий щавель. Все замечательно. Вот. Мы нашли у меня вот эта вот маленькая предыстория. Я никогда в детстве не мог выговорить нормально радуга. Я говорил рагуда, вот. И тут тоже с Радагастом сейчас такая же Рагадаст будет у нас. Вот. С Радагастом дошли до его дома. Наконец-то. Нашли его шапку-ушанку. То есть он, получается, ходит с голыми птицами на голове. Все знают, кто смотрели фильм по его дизайну. Вот. Они такие... Да, ты как Том и Джерри. Чисто. Вот. Но, тем не менее, подошли до его дома. Я поржал, что типа Эген такая: Радагаст, выходи, мы пришли, все животные. Who are you, motherfucker? Харизма -1. Да. Буквально, типа, они такие: что ты тут пришла? Продолжаю умиляться аналогиям Немрадель, да. Я теперь, наверное, попрошу Ласку нарисовать этот момент Дрога и ежики. Я уже вижу, как он будет нарисован, как загрузочный экран в Dragon Nest, где идет Ирен, играет на трубе, и за ней бегут баскетболи. Те, кто играл, те знают. Вот, его надо также изобразить. Вот. И надо 100% арт попросить, где Эген с Немрадель такие что-то там выискивают, какой-то там стреляют, эти на фоне. Эти нюхают. Вот такие... Чисто такие безумные, блядь, втроем. Дрога сделал эту медовуху. Сегодня мы пьем. Дрога сделал рогоз. Сегодня мы нюхаем. Сегодня мы его вдыхаем. Поэтому это большое ха-ха для меня было. Вот. Но в целом сессия классная, действительно атмосферная. Да, запутались в боевке. С кем бывает. Вот, все нормально. У нас и Сережа путался в боевках. Найдите тайм-коды, вставьте сюда. Вот. Среди 50 серий бегущих найдите, где Сережа запутался в боевке. Вот. Ну и, собственно... Идите смотрите, да. Да, и, собственно, я подойдем. передаю клавиатуру говорения. Это очень странно, кстати, потому что клавиатура должна писать, но она сейчас у нас разговаривает. Кстати, она только что включилась, она решила, что теперь она светится. Вот, я передаю ее Сереже. Это она смущается просто, это у нее румянец. Спасибо, Таня. Спасибо, Саня. Спасибо, Я Саня, принимаю хоббита на шведском говорении. Я попросил ребят за кадром, чтобы они назвали мне страницу. И они назвали ее очень ювелирно. И в этот раз у нас будет не чтение на шведском, даже не песня. А сегодня
у нас будет Картинка. Ривендел. Это Ривендел. Ого. себе. Это Ривендел О. авторства Толкиена. Здесь иллюстрации Толкиена. Боже. О май гад. Переведу-ка. Восторг просто. Ну, получается, Саня ювелир. Да, кстати, как закладка там были бархатные губки, так что они тоже на месте. Да, Саня ювелир. Кстати, по-шведски Ривендел будет Рифтендаль. Рифтендаль. Вот. Кайф. Что ж, вы все там говорили, что там сессия была классная по умолчанию, все такое, нифига подобного. Среди всех сессий, которые были у нас по Средиземью, для меня это сейчас самое любимое. Из Арагоза? Это пока что лучшая сессия из Арагоза, да. Пока что для меня это самая любимая сессия в нашей компании по Средиземью. Потому что я себя здесь чувствовал просто максимально комфортно. Это, наверное, одна из самых комфортных игр в ДНД, которая у меня когда-либо была. Начиная с первых же сцен, когда мы выбрались на вот это вот убежище. Это отчасти связано также с предысториями Дунадайна, что Дунадайн могут как раз находить подобные места. Мгм. И я такой, ой, какой кайф, ой, какое классное место, ой, как круто! И как это все вайбово было описано, сам процесс его нахождения. И это я очень доволен своей идеей, что если мне надо найти Радагаста, надо идти за зверями. Нам не надо Гениально. идти ни по человеческим, ни по эльфийским, ни по гномьим дорогам. Нам нужны дороги зверей. Они Курим все трубку. тянутся к Радагасту. Да, и с кайфом покурили. Курение вредит вашему здоровью, Но он наталкивает на интересные мысли Дунадай. но наталкивает на интересные мысли. Это, кстати, правда. Здесь, да, здесь это игромеханически прописано, но и там даже в книге самой сказано, что если вам не удается пройти проверку, там захардкоженная сложность 15, если вам не удается пройти ее, то вы просто хорошо проводите время. И я такой, черт, я просто с кайфом проведу время. Супер вообще. Да, при том, что у меня критический провал, который просто, как будто бы даже с историей самой говорит Эгиан, что сейчас просто отдохни. Ты и Мгм. так бегаешь целыми днями. Сейчас лучший момент для того, чтобы просто это все отпустить. И как раз была вот эта подвязка к Гэндальфу. Была эта подвязка к Гэндальфу, который, как в предыстории у Эгиан имеется, что... Ну, это не будет спойлером, это просто забавный факт, что, по сути, благодаря Гэндальфу она и начала отдыхать с курением трубки. Поэтому это стало ее частым атрибутом. Это же его атрибут. Да. Поэтому знакомство с ним и натолкнуло ее. Вот. И как раз, да, я прокинул этот момент через вот этот тот голос, который где-то вот на подкорке ее сознания, что волшебника не надо искать. Он придет сам, тогда, когда он будет нужен больше всего. И с Радагастом, скорее всего, произойдет точно так же. Поэтому, как минимум, просто найти его, отметиться там имеет смысл, потому что, да, как было сказано мастером, это одно из немногих безопасных мест в Лихолесье. И устроить его как свою стоянку того стоило, даже несмотря на то, что хозяина на месте нет. А потом, тем более, потом произошла встреча в паучьем логове, которая тоже была очень вайбовым. Мне очень понравился этот бой. Мне очень понравилась динамика, которая была в этом бою, что здесь не было... Я горжусь, как обычно, ребятами, что здесь не было таких вот обычных вот заявок, что типа я бью его, я наношу ему столько урона. Было... Я люблю, когда есть описание конкретных действий, что боевка продолжает нарратив. И мне очень нравится, что наш канал это пропагандирует. Что мы описываем наши действия вместо того, чтобы говорить игромеханическими словами. Вот. И это очень сильно вдохновляет. И поэтому за этой боевкой было наблюдать не менее интересно, чем за самим повествованием. И пофигу, что там какие-то шероховатости были.
Я вообще не придал этому особого значения. Если паутина накладывает паралич, пусть накладывает. Пофигу вообще. Ну и то, как мы удирали, то, как мы нашли эту шапку, стало еще одной причиной направиться к Радагасту. Да, вот это вот сцена, которую упомянул до меня Саёчек, что мы там серьезные такие разговоры ведем. Как раз я причем этого не планировал. Я планировал, что типа, ну, чтобы не терять время, мы пойдем мост там обследуем на случай, если там будет какая-то опасность. А потом я такой понял, я же опять Нимрадель отвел в сторону. Это отличный момент, чтобы прокинуть. Ой, хорошо сегодня просто сцены ложились. Этого не было заранее задумано, но получилось очень красиво. И да, и мемно одновременно с этим. Ну и напоследок скажу, что не стесняйтесь плохих бросков, потому что они тоже очень классно умеют историю рассказывать, как это происходило сегодня многократно. И этим самым я в том числе люблю Эгген, что она у меня не идеальная, что у меня на ней довольно часто попадаются не очень хорошие результаты, и что, несмотря на это, она не теряет лицо и продолжает быть тем, кем она является. Это абсолютно не делает ее хуже следопытом, или там хуже бойцом, или кем-то еще. Это просто показывает то, что мир тоже живой и очень даже может дать сдачи. Затем у меня все. И бархатные губки отправляются вниз к Эорику. Всем спасибо, отдельное спасибо, мастер. Спасибо. Эорик кривает трубку говорения. Я не буду много размусоливать. Я скажу, что игра сегодня вышла потрясающая. Она вышла очень человая, очень душевная, и это то, что именно необходимо, ну, как минимум мне, в это суровое время. Когда я пришел очень усталый сегодня, я пришел вообще без энергии, без сил. И сейчас я ухожу с легкостью на душе, чувствую себя подобно перышку в пушку. Вот. У нас не было какого-то эпика сегодня. У нас была очень добрая боевка. Несмотря на то, что Эорика чуть не спиздили, боевка была добрая. Художественный фильм. Куда ты меня понес? Я вообще даже его не собирался оседлать. Я просто хотел к земле прижать. Ой, да, рассказывай, конечно. Это рефлекс же, ребят. Вы должны понимать, что вы можете забрать у Эрика коня, но дух всадника вы из него не выведете. Поэтому я сегодня такой навеселее. Как это плохо было, Люся, на всех уровнях. Почему? Не, я это же такая не понял. Я, может, что-то... Я что-то ржала, тоже не услышал. Они что-то умирают. А там что-то было. Я не понимаю, с чего они выгорят, мне из этого страшно. Да, по-моему, там было нормально. Да нормально там было сказано, это вы пошли реально. Звенящая пошлость. Звенящая пошлость. Даже табака нету, увы. Закончился. Но ничего. Блин, извиняюсь. Просто вот я заметил, понял, как это охарактеризовать. Каждый раз вот много персонажей Люси, особенно вот как раз Эорик, сейчас это буквально, он оказывается в ситуации, где, ну, как будто бы сама вселенная его спрашивает, ты что такой серьезный? Ну да. Правда. Ну, не только у нас боевка была человая, у нас и социалка была человая. У нас не было каких-то стеклоразбивательных, душевных, ну, разве что у Нимрадель с Игей довольно широко поговорили. У нас не было никакого стекла такого, чтобы заставлял тебя переживать, напрягаться. Нет, мы просто реально посидели трубку, покурили, затусовались в руинах каких-то, попиздили с пауками, покатывались с кубарем с папоротники и зашли переночевать у старика-отшельника, волшебника. Кстати, если у кого-то еще есть трубки, не стесняйтесь их доставать. Мы устроим мини-игру. Кстати, Да, есть вот мини-игра с соревнования. правилами, соревнования по курению труб. Действительно. Но у меня, Так к что сожалению, я у меня очень тоже маленькая чаша. призываю.
Она больше 20 минут. Я имею в виду, если у персонажа есть. Блять, я думал, ты про жизнь. Ой, всё. Так, ладно, а что там его фидбэк, да? Несите нового станка. Курение вредит вашему здоровью, кстати. Да. Да, что я не дальше говорить? Мастер молодец, классное описание, игроки молодцы, классная социалочка. Я передаю трубку говорения мастеру. Курить вредно, если что. Не курите, не курите. Спасибо! Я принимаю легалют, И протягивает. который влетает в наше с вами обсуждение сегодняшнее. Стой. Санечек Что ты, умирает Санечек? просто. Что там ты Он еще уже придумал? 20 Давай, Написал расскажи. в чат, написал. Он уже написал в 20 чат. ща я минут просто орет. Да. Да, Вот я он не его могу тебе камеру поймала по эта полу волна, он больше не может. Не стесняйтесь Там доставать свои трубки. Сережа как сказал, если у вас есть трубки, не стесняйтесь их доставать. И меня накрыло. Я раньше накрыла, говори это. Если бы Гош надо было купить, буквально пока девочки бы там что-то общались, они приходят, а там вот все трое такие друг на друга трубки курят. Чисто напыханные, реально. Ребят, я не Ой-ой-ой-ой-ой-ой. игрался с вами, нечестно. Пожалуйста, умоляю, вырежь это. Мы просто ржем, умираем, плачем. А почему мы умираем и плачем? Смотрите в прямом эфире, чтобы узнать. Ну, вот как-то так. Легалютка говорения уже здесь. Леголас, собственно, прыгнул на мой микрофон, чтобы поучаствовать в этом обсуждении. Спасибо огромное ребятам, что сыграли в эту историю. Мы сегодня сыграли 3 главу. И мы сегодня исследовали Лихолесье. Они там бродили. И по пугающей, и по труднопроходимой местности, где они только там не были чуть. Пролаг. Еще раз. Они гуляли по труднопроходимой местности. Что они там только не делали, но им все удавалось, но с нюансами, так скажем. В зависимости от их бросков их маршрут определялся. И я тоже не перестаю кайфовать от того, как приходится импровизировать, когда игроки дают тебе свои заявки. И подстраивая, так сказать, под них повествование, то есть ты немножко что-то изменяешь, что-то выкидываешь нафиг, оно очень круто складывается в единую историю. Ведь и правда логика гениальная от Эгген следовать тропами животных. Они приведут тебя к Радагасту. Это просто супер. И вот этот эльфийский не схрон, но убежище, которое ребята обнаружили, древние эльфийские руины, тоже это очень крутой такой прописанная локация, которая у меня была, что в случае, если у ребят будет позитивная проверка, которая превысит сложность, то они на него наткнутся. Вот. И это такие уникальные места, которые даже вот не каждый эльф может наткнуться в лесу. Вот, что они специально таким образом скрыты. Мне кажется, это очень клево ложится. Ребята уже тут же запаниковали, когда я писала, что деревья идут по спирали. Они подумали, это винтовая лестница. Нет, слава богу, это место для того, чтобы передохнуть. И ребята гениально каждый раз, когда я думала, ну вот, типа, вот сейчас можно проверить их, получат они истощение или нет. Учитывая, что они передвигаются. Я, конечно, загнула 40 километров, но количество гексов, которые они преодолевают по карте, просто огромное. Там 8 гексов — это 80 километров. Ну, конечно, я понимаю, что они там в каких-то местах там по касательной, по верхам проходили 80 километров, да, за один день по труднопроходимой или пугающей местности. Это практически нереально. Но думаю, что километров 20 они могли спокойно сделать, особенно когда бахнули рогозик. Вот. Очень клево получилось, я очень рада, и я очень кайфанула от того, как получилось с пауками. Пауков отыгрыш тоже был. Клацающими жвалами и всем остальным. Вот. И мне очень
импонирует и радует, что пауки тоже говорят на всеобщем языке. Их можно прям, типа, обидеть там оскорблениями, с ними потрещать в процессе боевки. А еще пауки могут подслушать ваши планы. Потому что они прекрасно понимают всеобщий язык и обладают высоким интеллектом. Вот. Потому что они такие... Ой, очень почему, умные. Эрика? Очень круто. Очень круто, что ты это подметила в моменте. Прям отлично сыграла. Ой. Потому что просто он подобрался. Чё-то твой делай. Там, правда, 20-ка на инициативу у паука как раз была. Я думаю, это гениально просто. Это супер. Вот. И очень вовремя вы ушли, потому что было заготовлено столкновение с Великим Пауком. И другие атрокопы бы прискакали тут же. Поэтому вы решили правильно уйти, потому что в Лихолесе очень часто лучшим решением для героев будет попробовать избежать или сбежать из боевой сцены, потому что иногда сопротивление будет даваться очень сильно тяжело. Особенно, если вы вдруг попадаете уже в пугающую местность, помеченную на карте красным цветом, пугающая, а дальше совсем уже непроходимая. Но в Лихолесье именно пугающей очень много, особенно в сердце Лихолесья, где вы сегодня побывали, и в Южном Лихолесье. И ребята также ощутили присутствие тварей, которое в книгах и в фильмах отражалось визуальной составляющей, и то, как герои реагировали. Вы не просто сталкиваетесь с противниками, вы пытаетесь не только там не испугаться против испуга, вы пытаетесь сопротивляться тени в этот момент. Это тоже очень мне нравится, механика это очень сильно. Так что очень жду, что там произойдет дальше. Много разных заготовок. И так получилось, что Лихолесье, которое я даже его как бы не придумываю, оно существует, да, оно существует в картах, оно прописано в книге мастера, хранителя, в книге игрока, то, что я читаю на Reddit и в «Властелин колец» вики. Все это получается большой песочницей, потому что в зависимости от того, куда ребята пойдут, очень многое как бы выстраивается в процессе. Вот. Поэтому их решения, вкиданные какие-то, да, мною зацепочки, они в итоге прорастают в единый рассказ, который у нас получается. Мне кажется, все очень круто получается. Потому что это все импровизация, но заготовленная. Потому что каждое из этих мест, оно существует в мире профессора. Люк улигалютки улетел от моей экспрессии в потерянные дайсы. Благодарю каждого из вас за то, что посмотрели это видео до конца, и то, что сыграли вместе с нами в это приключение в Средиземье, в тени Лихолесья. Благодарю ребят еще за отзыв и за отыгрыш, за все то, что было вышесказано. Совсем подписываюсь и очень дико кайфую, что вы кайфуете, не могу. Каждый раз переживаю сильно при подготовке, но жду с нетерпением каждый раз нашу игру. Я прям в прайме, между прочим. Благодарим каждого из вас, дорогие кубики, что досмотрели это видео до конца. Надеемся, что вам понравилось то, что вы увидели. Если это так, то не забывайте нам поставить вверх палец под этим видео. Написать комментарий о том, что именно вам понравилось. И ваши теории касательно всех тех зацепочек маленьких, которые ребята выуживают в процессе нашей игры. А также поделитесь этим видео со своими друзьями, этим кампейном, тем, кто должен оценить то, что мы здесь делаем, во что мы тут играем. Вот. А может быть, у нас найдутся лороведы, которые расскажут какие-то новые детали в комментариях о мире профессора Толкина. Пишите, мы вас всех ждем. И, конечно же, помните, Санечек, что все потерянные дайсы попадают в наш клуб. Увидимся в Дайстрее! всем пока! Пока. Приходите на Дискорд.